Клим Саныч, Дмитрий Юрьевич. очень приятно. Давай скажем, о чем этот подкаст. Начинай. Сейчас местечко себе выберу под солнцем как бы получше. В общем, чтобы записать этот подкаст, да, ладно, жопа, короче, с самого начала. К темной вот эту, да? И Обрез. я думаю, в моменте как бы Да. придем. Ты прилетел для этого. Значит, тема подкаста стоки. Мы Дизайн. около motion, я это так называю. Это motion, но около motion. В общем, мы с господином Андреем являемся элитными авторами, между прочим, на видеоха. И этот подкаст немного будет ностальгирующий. Мы познакомились 10 лет назад. Этот серый кардинал помог мне загрузить первый шаблон на стоке. Потом он мне помогал сильно с выражениями, писал их, конечно, за меня, потому что я совсем не шарил. Помог мне ивошный курс, пройдя благодаря тому, что я прошел его курс по написанию скриптов. Это прям база. Я создал расширение AI2, которое позволяет экспортировать проекты туда, куда надо. Короче, Final Cut, DaVinci с After Effects в Premiere Pro. Короче, я порекомендую тебя лучше, чем ты. Чё? Ну, там будет. Еще момент, который я хранил до этого момента. Тебе Роман привет передал. Хорошо, ему тоже привет. Роман, ты слышал? Я передал. Давай Ладно. я начну. С чего ты планировал? Ладно, я думаю, на самом деле Мы откатимся с самого старта стоков, имеется в виду? Нет. Или мы просто... Сейчас мы придем, сделаем, как это называется, декомпиляция, да. В общем, ничего страшного, что у нас как-то сейчас не задается разговор, то, что мы смеемся. Я думаю, мы немного стесняемся камеры. Я точно немного стесняюсь, потому что, ну, не знаю, непривычно. Все равно как-то Это первый подкаст в любом. пытаешься туда посмотреть, хотя надо смотреть на тебя. Сейчас мы отвлечемся, я думаю, придем. В общем, 10 лет назад мы с тобой познакомились в Казани, в этом месте. Давай, я уже не помню, как ты оказался в Казани. Ну, давай я начну в таком случае. Давай. Какие-то детали. Меня позвал Васил. Он, собственно говоря, владелец Ферда. Так сказать, компания по созданию моушен-роликов. Я тогда занимался моушеном, потому что мне понравился видео Milex Vision, который создавал Тимур Константинов. Это было круто, я загорелся, такой, крутая тема. Вот я занимался этим 2 года примерно, с эпизодическими вещами. И за счет ролика, который у меня был канал, собственно говоря, Васил мне написал и предложил поработать. Я пару проектов сделал на удаленке, а потом он пригласил в Казани, я такой, ну почему нет? И вот приехал. Теперь и командировки в Казани. Это была твоя первая командировка? Да, или первое. И потом уже не было? Нет, я же еще потом раз прилетал. Да? Что, забыл? Мы с тобой тогда и познакомились. Я уже был до этого. Вот, ты рассказываешь про первую свою Да. командировку. Видишь, А, я уточнил, хорошо. Я этот момент как бы упускал. Как ты учился моушену? По каким урокам? Вот эти вот Тимур Константинов внес вклад благодаря тренировочному лагерю, на самом деле. Но это уже было после. Изначально я просто натыкался на какие-то ролики. Я бы не сказал, что я учился даже. У меня был первый проект, который я собрал неясно как. То есть я не понял, как работает анимация в After Effects. Но я что-то тыкал, и у меня примерно получалось. И то я только потом перешел к каким-то урокам, где-то натыкался, кусочки вырезал. Ну, в целом по наитию, если так можно выразиться. Ну, а у тебя? как я баунс раньше с ключами. Я понял. Пока у Тимура Константинова тоже, кстати, в тренировочном лагере не посмотрел. Типа баунс, если кацать. Ну, в Motion я пришел из фотошопа. Мгм. Я зависал в DeviantArt, я помню. Он, кстати, живой еще? Да. И там, кстати, были текстовые статьи, уроки. Я тоже их смотрел. Моя первая версия After Effects — это 6.5. Там прямо на диске, кстати, тоже были прям уроки в HTML формате. Собственно, как я оказался там. Даже еще HTML был. Я всякие тоже ролики какие-то делал. И есть рэпер питерский, скажи, Обойма. И нас с Василом, можно прям в прямом смысле сказать, музыка связала. Я этому, скажи, Обойме, так, по фану
сделал клип на один из его треков. Василу это очень понравилось. И у меня была тогда группа ВКонтакте, и он туда написал, как я могу вот связаться с данным товарищем. Я в этот момент был в армии. Мой брат ему ответил, что данный Авка находится в армии, дождись. И меня что удивляет, что человек дождался. То есть так нас объединил, что человек дождался. Я помню, он мне написал, это темное мое прошлое, даже не буду некоторые эпизоды оттуда поднимать. Вася мне написал, скинул примеры какие-то. Можешь так? Я ему соврал. Потому что так я не мог. Но я смотрел, я примерно понимал, что надо сделать. И вот как раз-таки я начал смотреть тренировочный лагерь, чтобы оттуда какие-то фишки перенять. И как раз-таки там вот эта вот фишка была с этими «Скандальная правда», и там вот эти вот пролетки камер. Кстати, Они вот прям офигенно было. он меня, Васю, заодно научил нормально с кривыми работать. Я до этого как-то через жопу, наверное, их анимировал. Изеньки он мне показал. И, собственно, вот так. И в какой-то... Вообще удивительно, что он со мной работал, потому что я был настолько косяк. Вот просто человек ходячий косяк. Когда моя голова пришла в норму, мы с ним общались, говорю, вот если бы я был на твоем месте, я бы с самим собой из прошлого никогда бы не работал. Потому что я устраивал, заваливал дедлайны месяцами. Просто месяцами. На меня накладывал он санкции, типа ты получишь меньше денег, да-да-да-да. Но на меня это никак не влияло. Мне все равно, деньги — это не главное в жизни. И что меня удивляло, он находил как-то номера моих друзей. Вот мы сидим там, занимаемся делами, в общем, во дворе. Тут хоп, какому моему знакомому звонит с незнакомого номера. Он берет трубку, говорит, Тимур, с тобой. Я не знаю, как он это делал, но меня это, честно говоря, еще пугало. Там, Типа, я знаю, где ты живешь. он звонил на домашний, там он как-то там нашел, может, я ему сам давал, я не знаю, дозванивался, меня не было дома. Он разговаривал с моим братом, брат включал компьютер, искал мои проекты, что-то сделал, не сделано. Но я понимаю, у человека дедлайн, на него давит как бы, и он ищет Давит на тебя. любой способ достать как бы проект, вообще узнать, он там работает, не работает. Ну, как бы в основной части я не работал, я веселился. Ну, чё, у меня вообще башки как бы не было. Потом начались какие-то командировки, злочастные командировки, где просто страдания бесконечные были. Нет, было и весело, как бы, но все равно не очень комфортно жить с людьми, как бы, мужем или женой, и ты там не знаю, как это назвать, питомец, развели моушен. Так, ну давай тогда переключимся. Давай. В общем, вот так мы оказались, в определенный момент мы оба оказались в Казани. Точки сошлись, звезды сошлись. Уже тогда мне Васил начал напевать песни. Вот есть товарищ, он уже там на видеохаве что-то делает, деньги зарабатывает. И мы будем теперь все вместе как бы типа делать. Я помню, такая песенка была. Как хорошо, что она не осуществилась, я так считаю. И у меня такой вопрос. В каком году ты зарегистрировался на видеохаве? Это, наверное, был 2013, может. То есть, А может, раньше, кстати. Ну, 2011. Ну, по-моему, 13. После 12 года, по-моему, это началось. Хайв я тоже давно знал, я даже на нем регистрировался, но мне ума не хватало в английском этом всем разбираться. Я и не пробовал вот до тех пор, пока ты мне не показал. Это мы с тобой уже в 2015 год, но ты уже был действующий автор, у тебя уже было портфолио на Хайве. Я изначально тоже зарегался, потому что я где-то его увидел у какого-то моушн-дизайнера ВКонтакте, и я такой, это что такое? Зарегался, смотрю, шаблоны какие-то, цены, я такой, что? Не понял. Через год я вернулся к этому опять и такой, а почему бы не попробовать? Это что-то интересное новое. Загрузил свой первый шаблон, получил $19, и я такой, круто. И я в итоге добил цену до $50, и я смог даже вывести. И я такой, золотая жила, это деньги. И начал что-то делать только после этого. Возможно, про группу ты узнал из группы ВКонтакте. Про Хайв ты узнал из группы ВКонтакте After Effects. Они периодически
Там Да, Skyward. форсили и Да. говорили, вот есть темка, вот типа... Но она, кстати, она как будто не была никем освоена в тот момент. Все как-то пропускали мимо, то ли что. Авторов было не так много. Ну, слушай, и у меня взгляд на это, интернет только в целом вообще в принципе зарождался, только появлялся вот контакт, ну, 2000-е начало. Понятно, уже какие-то этапы прошли. Хайв с 2008 вообще. Он создан 2008 или 2007. У меня, наверное, просто не было внешнего даже интернета. Типа, это вопрос. Тут такие вещи. Локальный интернет у меня существовал в городе, да, там локальные сервера какие-то по играм были. С FTP я даже каким-то образом кто-то туда закачивал уроки Эндри Крамера, то есть находил я это на FTP-шке, это было. Причем интересный момент вспомнил. Вот как раз я на DVR сидел на форуме, форум TLP. Я пипец, ну интернет внешне был дорогой, я пипец как хотел весь DVR скачать, чтобы у меня все были уроки по фотошопу. И кто-то мне написал в личку, я этого человека не знаю, никогда с ним не был знаком. Не хочешь немного контента? Я ему хочу сказать спасибо, если он, может быть, смотрит этот подкаст, потому что он помог мне создать прокси-сервер, и у меня интернет был внешне просто бесплатный. И я качал, там, не знаю, там, может, полгода, может, год, может, несколько лет, я уже не помню, но я помню, что длительный отрезок времени у меня был внешний интернет, которым я мог пользоваться на всю катушку. Ништяк, на самом деле, звучит как... Причем всегда, когда у меня появлялся какой-то доступ в интернет, я им пытался пользоваться на всю катушку. Помню, Ну, еще по карточкам был. уже ныне покойный товарищ, у него был день рождения, и там, пока все веселились, я там сутки у него сидел дома с флешкой, уроки с DeviantArt качал вот в формате, ну, там, какой-то не просто HTML с картинками, а раньше как-то он какой-то типа вот архив создавал, и там и сразу картинки, и HTML. Ну, я понял. Раньше действительно скачивалось полноценно, а потом с какого-то момента только HTML-страничка. И теперь только плагины можно скачать вместе с картинками, и они упаковывают в одну HTML-ку, ну, Base64, короче, картинку. Вот так, хорошо. Все хорошо. Подкаст окончен. Я долго, Ну, ладно, играл. чуть-чуть поехали. В целом нормально. В общем, в курс дела ввели, кто как в Motion попал, в какие-то моменты, как он там вообще закрепился, скажем так. Мгм. Мы пришли к видеохайву в конечном итоге. Просто от мысли ты отошел немного. Мы пришли к видеохайву, шаблоны. Тогда был по факту только видеохайв. Нет, еще был какой-то сток, но я не помню. Пон 5, наверное, был. Да, наверное, Pond 5. Но Но он был не особо популярен. причем про Pond 5 я вообще, наверное, очень в позднее время как бы вообще узнал. То есть всегда был определенный акцент на видеохайв. Причем я бы хотел, наверное, сейчас и прыгать и в прошлое, и в будущее, как бы вот между этими вещами. Знаменательный факт обо мне: когда я делал первые шаблоны, я вдохновлялся на Vimeo, и меня забанили в группе After Effects, потому что я прям нормально. Я так тогда помню, так переживал, что мне вот как бы типа бан дал. в такой группе Да. профессионалов. Ну, Меня, кстати, тоже забанили. а тебя за что? Я не помню, я кого-то оскорбил, по-моему, и все, меня бан. А они вообще много кого банили просто так даже. То есть ты с каким-то мнением не согласен с админом, и он такой, ну все, ты в бан отлетаешь. То есть такая там диктатура лютейшая была. Ну, тогда вот, я не знаю, мне прям казалось, как круто в этой группе состоять. Хоть я ни с кем там не общался, но мне нравилось, что были вот посты по домашним там заданиям. Типа. Причем, знаешь, что и самое интересное? Я в целом, когда делал копии каких-то не проектов с Vimeo, это motion ролики были коммерческие. Я вот 1 или 2 раза я попался с этим, и, собственно, забанили. Так они сами всегда это, в принципе, и хотите чему-то научить, там, смотрите и повторяйте ровно как там. Смотрите, повторяйте ровно как там. Ну, я брал, повторял. Это было для кого надо повторять. Ну, я тогда, в принципе, не задумывался никаких об авторских правах, что там это важно, не важно. Всем плевать. Можно так делать, нельзя так делать. Главное в один не копировать и все. Чуть-чуть разбавлять цвета. Только просто берешь чужой видос и hue saturation такой кидываешь, и цвета друга. И в тот момент на Хаве, вот, если мы посмотрим сейчас, есть огромное изобилие видеоуроков, курсов, скриптов,
что тоже немаловажно, который ускоряет, упрощает работу. На тот момент, когда, например, ну, тем же Motion я занимался, да, из скриптов, наверное, которые я использовал, это был copy-is. Мгм. Вот copy-is я использовал, может быть, какая-нибудь нарезалка на маске, либо на прекомпозиции. Никаких других скриптов я в целом не использовал, пока на стоках не начал вот прям full-time работать. Вот только тогда я уже со скриптами Ну, познакомился. жизнь. Ну, выражения, понятно, они всегда у меня были примитивные. Привязать цвета, вигл и Тимуру Константинову баунс использовал. Все. То есть сейчас просто бери, клепай, да, условия как бы изменились. Мгм. Но тогда тоже было не так просто попасть. С одной стороны, просто попасть. С другой стороны, чтобы обучиться After Effects, ну, ты просто можешь находиться в вакууме. Вот те же ролики, которые я делал, вот тому кажи обоими, да, компьютер был настолько слабый, что мне оперативки хватало вот буквально на секунду, наверное. А я сделал ролик, который там 2 или 3 минуты идет. И вот так вот, грубо говоря, по кадрам сидел, и вот это вот, как это Ну, по-лофту? короче, стараться в том числе соединить какие-то части, чтобы при композе они меньше весили, отдельно их отрендерить. У меня в этом плане есть момент тоже забавный. Я на ноуте сидел, все это делал, и ноут настолько не выдерживал рендера, что на него приходилось что-нибудь холодненькое ставить, типа молоко холодное, ну, типа, и так, иначе он вырубался от перегрева. Это если к Motion вернуться, тоже ролик какой-нибудь делаешь, комп очень слабый, он может рендерить сутки какое-то видео, и вот он прервался где-нибудь посередине, видос запоротый, заново ставишь на рендер, и потом просто кусочками пытался рендерить, чтобы потом отдельно склеить. Всегда было горько мне от таких переделок, когда там у тебя ночь прошла, Ты приходишь, там нет а нифига. там нет. Ну, для этого, кстати, как раз и использовались последовательности кадров типа TIFF, например, JPEG, PNG, как-то так, чтобы в случае ты мог продолжить, а потом просто, когда у тебя есть вся последовательность, музыку наложить сверху и все. Ну, это я уже потом к Понял. этому, ко Ну, всему пришел. это классика. Я тут недавно тоже узнал, что если взять какое-то свойство, там, пускай position, М. потянуть и вытянуть на превью, у тебя выражение создастся, которое А, показывает... называется. Хип-пик, типа скалка или типа того это переводится. Так, не-не-не-не, я А, не об чё? этом говорю. Окей, давай. Не когда ты взял и привязал вот этим кнутиком. Ну, Ты я берешь позицию, ну, вот свойство слоя, перетягиваешь, тянешь на окно превью, ну, и у тебя создается текстовый слой, где написано выражение, которое будет показывать позицию слоя. И так можно взять любое свойство, это в какой версии? я не знаю в какой, но в последних это точно Ну есть. ладно, понял, окей. И для меня это было удивлением. То есть иногда, вот, ну, когда там код пишешь, либо что-нибудь дебажишь, Полезно, чтобы сразу понять и посмотреть, да, что как он работает. Ну, показывает. Ну, в 22-й точно версии это есть. окей. Так, мы немного отошли от темы, давай немного структурируем, а то мы прыгаем в данный момент. С какой точки продолжим? Мы стоки зацепили, можно зацепить просто другие стоки, что стоки золотое время стоков, это вот было примерно с 12, наверное, по 16 или 18. Слушай, Ну, я 18 лет. ну, у меня золотое время стоков было другое время. Я бы в этом плане даже, наверное, немного поспорил бы, потому что, ну, у меня, например, на видеохаве я бы не сказал, что были какие-то выдающиеся результаты. Да, Ну, безусловно, окей, ну, я там зарабатывал деньги. Они были. Но не все проекты заходили. Плюс проекты я мог рожать бесконечно долго. Там 3 месяца что-нибудь вынашиваешь, либо 1,5 месяца. Это тоже вот этот вот взгляд. Сейчас я вот сделаю что-то. Потом как бы расстраиваешься. Кстати, знаменательный факт. По-моему, когда ты получил элитного автора, мы это отмечали с Романом. Мы торт прям покупали, как бы радовались. Точно за Рикардо мы так радовались.
Спасибо, очень приятно. И я не помню, может быть, еще за Нитрозома. Кстати, по сути, Нитрозом тоже работал на Васю. Так вот, Видеохайв, да, что-то получалось, денежка какая-то была, но прям у меня золотая эра стоков связана с Motion Array. Хорошо. Ну, это всегда так происходит. Это правда, есть такое. Это с детства какой-то завелся. Не начинаешь чем-то заниматься, и тут происходит как бы стихийное бедствие. А уже так-то неплохо. Причем на Motion Array я зашел в 2017 году, через 2 года после Хайва. Я покупал курс, я не помню, кто его автор. Ну, типа, там идея была такая, что вообще курс был про то Motion Array, и мы вот здесь вот делаем премьер-шаблоны. Ну, короче, еще актуальный курс, не курсы, когда уже все так стагнирует, а вот когда это актуально еще достаточно, и то есть Да, оно, реально работает. оно и сейчас актуально, понимаешь? Просто время, как я вижу, да, разные времена, разные герои, разные... Не, это понятно. Вот есть у авторов старых страдания по поводу стоков, воспоминаний, которые им мешают нормально действовать в текущей ситуации даже. Вот возьмем тот же пример. Появляется Motion Array. Сколько я срачи читал про то, что вот кто туда загружает проекты, тот обесценивает свои работы. Из-за безлимитной подписки? Да, вот там изначально не совсем безлимитное было. Я помню, там Ну, какое-то количество, может, было 100 там, но все равно. но я помню. Было такое, вот это стрёмно, это вот плохо, это ужасно, вы обесцениваете, вот вы в общем, очень плохие люди. При этом потом еще и появилась безлимитная подписка. При этом я тогда еще состоял в разных группах. Огромное количество людей там, знаешь, меня удивляет. У авторов вообще теории начинают в голове. Я не знаю, как это у них получалось, но теории у них зарождались. Типа, чем больше я делаю проектов, тем меньше я зарабатываю. Вот не загружаю, все хорошо. Начинаю загружать, у меня доходы падают. Я помню она везде работает. Стоит тебе начать работать, как доход как будто реально падает. Стоит тебе такой, типа, я 3 месяца не работаю. Он либо такой же, либо он даже вырасти может. И отсюда эта теория бралась. Везде. Знаешь, как будто закон подлости какой-то. Я, в общем, с этим крайне был не согласен, потому что когда на Motion Array, причем толчок мне прям в определенный момент прям дал Motion Array заняться, автор Lexel, Мгм. по-моему, так. Он делал pp-пресеты. И мы там в группе делились, то, что как делает. Я вот долго не мог как бы выползти там, помню, первый месяц 64 бакса, второй месяц то ли 164, 300. И, в общем, делаю, а вот, вот на месте топчусь. Я тогда начал экспериментировать, начал делать титры, Мгм. начал пробовать делать переходы. И мы много раз с тобой общались там, по телефону созванивались. Много раз я говорил, как я с презрением там относился к переходам, к титрам, к пресетам. Вообще у меня было лютейшее. Кому это нужно? Тот же курс по премьеру. Мгм. Зачем это нужно? Есть After Effects. Зачем нужно это недоразумение? И вот Lexel в один момент просто поделился статистикой. Я не помню, какой это год был, 18-й, может быть, 19-й. Мгм. Он тогда на пресетах, чисто на Motion Array, зарабатывал $5000. У меня до 1000 не доползало, у него 5. И меня это жутко замотивировало. Вот прям жутко замотивировал. Человек рассказывает. Вот причем тоже интересный такой автор. Не часто такое встретишь, когда человек занимается, у него вроде все хорошо, как бы продолжает дальше. Мне надоело. Я пошел заниматься другими делами. Я хочу вот вести YouTube-канал. Дай-ка докину в эту тематику. Тоже часто натыкался. Я помню какого-то чувака, никнейм не вспомню, имя тоже. Он с "Контакта" был, и я видел, как он выкладывал в какой-то группе скриншот. Группа, знаешь кого? Чуркина, по-моему. Она там, по-моему, зарождалась, Вольница теперь. Вольниц. Да, Вольница. Ну, что-то такое, короче. И там он выложил, типа, вот, я впервые заработал, там было $600 в месяц. И я такой посмотрел, это что-то нереальное, что-то из другого мира. И там еще кто-то потом выкладывает, где у него 100, 300,
500, и там до 1000 с чем-то. И я такой, это вообще как возможно и так далее. А потом эти ребята, они просто ушли. Они такие, типа, они бложек небольшой ВКонтакте вели, и такие, типа, все, мне надоело, я ухожу. Я такой, как, ребята, чем вы таким займетесь? Они как будто ничем и не заняли, знаешь, то есть они как будто ушли в никуда. То есть выглядело так, что они такие, вот, и чем ты занимаешься, я не понимаю. В общем, это было очень дико для меня. Я такой, ребята, неожиданно, у вас такие доходы. В те времена это, малина, в принципе. Ну, в чем дело? Пресеты, если сравнить даже с шаблонами, это выглядит как недоразумение, но деньги бешеные. 5000 баксов он купил квартиру, то есть за какой-то короткий как бы промежуток времени он накопил как бы на квартиру, сделал, супер, как бы красавчик. И вот он на пике как бы вот этого всего, мне это не очень нравится, я хочу заниматься другими вещами, и, по-моему, ушел то ли YouTube делать, то ли что. Потом я сам этого не видел, но один товарищ писал, что как-то где-то он всплывал, говорит, вот сейчас у меня там то ли 2,5, то ли 2000 баксов. Спустя много лет он уже не делал как бы это, и делал. Причем тоже один из авторов пресетов недавно, так как Motion Array там сделал нам прекрасный подарок во второй раз, порезав доходы авторов, один из авторов пресетов, так скажем, негласно король пресетов, так называли, поделился статистикой, которая у него была по пресетам. Причем, вроде мы как с ним общались, если память мне не позволит, это вообще залетный человек. Он просто узнал, что можно делать. Никогда моушеном он не занимался. Вот тоже, что меня вот поражает. Просто зашел, начал делать, что-то делал, и вот он показывает до того, как там начал резать. У него доход доходил там до 10 тысяч. Очень близко к этому. 7, 8, 9 тысяч долларов в месяц. На пресетах. На говне каком. Это, знаешь, вот на самом деле многие пресеты ПП, если вот зайти вот как бы посмотреть, это палка-палка человечек. Я помню, они как бы получше выглядят. Сейчас они обросли. Люди как бы стараются, там, конкуренция какая-то, видео, может быть, появилась. Но тогда вот это вот просто вот смотришь, вот, просто на коленке люди клепали. Если бы я тогда знал, я бы то же самое делал. Как-то мы вот в группе у них иногда какие-то темы как бы поднимаются. Вот, не помню, там какая-то тема тоже с дизайном поднималась, что вот там Motion Array хочет качественные шаблоны, при этом режет нас, как бы бабки нам режет. И я там не помню, оставлял, не оставлял свои слова. Вот как раз я всю эту историю рассказал. Во мне motion дизайнер умер. Реально. Я перестал вообще в принципе смотреть на motion дизайн. Кстати, возвращаемся опять к Motion Array. Я там не договорил. Вот этим всем вдохновился и просто начинаю стараться делать. И делать регулярно. У меня, по-моему, рекорд был 60 с лишним проектов за месяц. Какая отдача была в те моменты. Она была просто потрясающая. Реально, прям вот садишься, как бы спринт устраиваешь. Причем меня критиковали другие авторы. Типа, что ты так много работаешь? Ты охереешь? Ты у нас доход. Нет, причем такого, в принципе, я такого, что авторы между собой срутся из-за дохода, я в целом в СНГ сегменте никогда как бы не замечал. Но я знаю одного автора, уж не знаю, шутками это не шутками, он прям вот серьезно как бы нацелен, что вот это вот мои как бы конкуренты. Он вот так вот воспринимает. У нас периодически бывали какие-то дискуссии, он говорит, даже если авторы этого не говорят, но они правда конкуренты. Мы, по сути, с одной стороны, да, мы все являемся конкурентами, но всем более-менее хватит. Но, знаешь, вот у меня тоже есть другой товарищ, мы тоже понимаем, что мы, с одной стороны, конкуренты, но я не чувствую какой-то жесткой конкуренции. Вот смотри, вот он делает там ПП-пресеты, там авторов с гулькин нос. Или я там делаю корпорейты. Я вот очень много лет как бы долбил корпорейты. У меня это получается, я привык это делать. Я по нативной долблю только корпорейт, потому что могу. И какой мне конкурент? Вот
Аню, который делает типографику. Ну вот какая вот Да он вообще лошара. как у нас конкуренция пересекается? Да никак. На самом деле, относительно шаблонов и тематик, да, она не пересекается. Но когда авторов много и в каждой тематике они уже залезают, тогда это все равно конкуренция. Мы ее можем не замечать, игнорировать или не воспринимать. Логичнее не воспринимать, иначе ты вот... и помнишь, кто-то спросил, по-моему, тоже, когда я про Видеохайп в купе втирал, типа, вот это, кто-то спросил, типа, это же конкурент твой, типа, нафига ты рассказываешь? Я все равно не воспринимал как прям конкурент или же наоборот, в принципе, хватит всем. Зачем мне по этому поводу сильно париться? А если париться за каждый момент, что ты можешь сказать, зачем ты живешь? В конечном итоге имеет смысл делиться Тут знаниями хотя бы, куда можно. все-таки, мне кажется, интернет такое место, где не две шаурмы стоят напротив друг друга. Да, они подальше. То есть ты пока шел, проголодался снова и остановился. Ну, момент. Плюс авторов все равно их не так много. Многие залетные. Они пришли, сделали 2-3 проекта, они в долгу не могут играть, они, ну, сдуваются. Ну да. Возвращаюсь к теме, собственно, лутаю проекты. Я прям, когда перестал работать по сказанию, у меня еще был какое-то время хватательного рефлекса, фрилансерский. Ну, такое есть туда. Мы как-то общались с Алексеем Чуркиным, он говорит, это фрилансерский хватательный рефлекс. То есть по-научному звучит. Что-то на горизонте типа светит, и у меня тогда наивная такая идея была, что тогда, короче, проект такой был, РЭШ, Российская электронная школа. И вроде как бы несложно там что-то надо было делать. Ну, в основной части монтаж, как бы где-то кели, где-то добавляли титры, но там все было в целом шаблонно, несложно. Проект не понравился, мы полгода его, наверное, как бы делали. Один. Там куча уроков. Там за год там видеоуроки по истории, ОБЖ, литература. И мы командой, скажем так, людей из разных городов, мы этим рэшем занимались, это монтировали. И у меня была такая наивненькая идейка в очередной раз, потому что я не раз сталкивался, вот сейчас возьму, буду делать фриланс, и в перерыве буду еще шаблончики как бы делать. Потому что вот я рассказывал про рабское мышление. Как ломалось мое рабское мышление. Я совершенно не мог работать сам на себя. Вообще. Стоит начать делать шаблон для себя, я не могу ничего родить. Я не могу ничего придумать. Это растягивается во времени. Если есть клиент, я ночами не сплю, я долблю, я что-нибудь делаю. То есть всегда нужен, мне всегда была доля ответственности нужна для того, чтобы я что-либо делал. И когда я вот фрилансом занимался, под конец фриланса я просто ненавидел фриланс, потому что он ужасно выжимал все соки, потому что я был тогда достаточно молод, недостаточно опытен. Вот эти переправки какие-то, ненормированный график, все быстрее, 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 быстрее делать. Плюс он растянут был во времени. Мне было тупо просто соскакивать, как бы подводить людей. Все-таки мы работаем, надо завершать, под что подписался на меня, как бы надеются. И под конец я просто проклинал этот фриланс, но я делал определенные выводы. Почему ты можешь другим людям вот так вот ответственно подходить, почему ты не можешь сам на себя? Если ты будешь сам на себя так работать, у тебя будут невероятные результаты. Это звучало как мотивация. Если ты будешь, ну... Ну, серьезно, это некоторый катарсис, это так же, как из Казани было, когда туда приезжал, денег нет, вот, например, приезжай работать. Мы начали тогда работать в мае, по-моему, или в июне. Я в Казань приехал в феврале, без денег. Кстати, нафига так рано? Меня позвал начальник. То есть ты все это время жил до лета? Да. Сначала я жил у него дома. Потом, когда студия как бы появилась, но мне неловко там жить. Как бы неудобно мне с людьми, как бы. Я начал жить на студии. Ну, ты знаешь, какие там условия было. Вот это вот просто я личинка. Там вот этот вот ремонт был.
ладно, матрас, Коля, спасибо тебе огромное, звукорежиссер. Он увидел, как печально как бы все обстоит, потому что как проходил мой сон. Такая пленка есть зернистая. Коля и привез матрасик на душе. Да, это его был матрас, у меня не было. А Понял, я, понял. там ни диванов, ничего не было. Была вот зеленая пленка, вот такая, ну знаешь, упаковочная, что-то вот типа того, пенка, скажем, зеленая, строительная. Я вот так, как гусеничка, в нее закручивался и спал, чтобы ночью не замерзнуть. И мой путь motion дизайнера — это путь боли. Ну, в бабочку превратился. Ну, вот типа того, потому что я тоже во всем этом участвовал, и я потом, когда тоже возвращался, я так радовался, там, например, до этого ситуации, это вот крайний раз был, когда вот такой путь как бы проходил, до этого тоже там работали, студия была, ночевал на студии, там были ящики, я либо на ящиках спал, подкладывал вместо подушки куртку, либо стулья вот так вот ставил и на стульях калачиком как бы спал. Зашибись просто. А секретарша приходит с утра, я бы типа, о, вы так рано? Да-да-да. Я тут просто не выхожу из этого офиса с пакетами, бегаю, там, не знаю, из кулера подмывает. Ну, короче, полная шляпа. Вот с тобой гуляли, тоже расскажу вот эту вот историю, как, значит, бабок нет, я вот этим сыроедением занимаюсь, мне тогда повезло. И мой парень, это, по-моему, была Казанская Олимпиада, Мгм, меня подселили к дизайнеру Роману, мгм. и там еще вот эту переводчика подселили. Я, к сожалению, уже не помню, как его зовут, но он мне реально помогал как бы выживать. У него были денежки, он меня кормил. Кстати, благодаря нему я познакомился со Христом, начал читать Библию. Огромное спасибо. Это мне в жизни тоже очень сильно помогло. И вот, когда наконец в те моменты брату не поехал на проводы, мне звонят, ну, по скайпу позвонить, я плакал. Я тогда еще собирался на Гвалин стать. Я помню. Денег у меня как бы нету, мне предлагают скинуть родители. Ну, я для себя просто уже тогда ставил цели, я должен повзрослеть. Я не хочу принимать помощь. Мне могут помочь, но я хочу сам научиться справляться со всем. Ну, вот плакал, брат уходит в армию, я не могу приехать, проводить как бы. И когда Васил мне тогда после вот этого вот сыроедения привез денежку, он на меня смотрит, говорит, обязательно сходи покушай. Ну, я тебе говорил, что я настолько похудел, что у меня жопа вот так вот впала. Я когда трогал, просто впалая жопа. Это узник А Бухенвальда. это самое последнее. Ну все, я домой приехал, мама на меня посмотрела, у нее слезы были, она думала, все как бы. А я прям, знаешь, вонял уже, вот знаешь, я не знаю, у тебя был опыт поста или нет, ты когда не пьешь, не ешь несколько дней, ты начинаешь вонять серой, я не знаю, вот что-то типа того, короче, такой прям становишься, ты желтеешь, уже как вот, наверное, вот как больной тубиком, давай пришел, но сразу денежка была, пошел закупился кириешки, салаты, и прям за неделю, наверное, прям килограммами как бы вот такие прям наедал, нормально было. А, так, и все это во мне в определенным образом воспитывало вот этот вот взгляд, что надо стараться, Мгм. надо что-то делать. И потихонечку, потихонечку, да, это растянуто годами, это мы тут коротко как бы рассказываем, я и сам уже не помню, какие мыслительные процессы у меня там в голове шли. Ну, определенно это был путь страданий. Это тут без Это вопросов. прям вот, это, не знаю, какая-то вот безнадега вот эта вот, которая тебя преследует. Ты вроде как бы что то делаешь, а ничего как бы не получается. И вот Motion Array для меня прям золотая эра, потому что я будто открыл вот эту вот, знаешь, сверхспособность. Реально, ну, я работал с принтами. То есть все, надо работать. Я сел, там месяц сижу дома, мог 3 месяца сидеть. И за год я на Motion Array, начиная в 2017, по-моему, 67 проектов я загрузил. И потом, начиная до 21, по-моему, года, я регулярно загружал около 100 и больше проектов ежегодно. Я работал с принтами. Месяц, может, квартал работаю, потом полгода могу не работать.
Ну, как бы, и каждый раз, когда вот этот вот спринт делал, доход просто по экспоненте, по экспоненте, по экспоненте. Тогда вот отдача была прям максимальна. Ее прям было видно, вот ты прям работаешь и сделано. У меня есть товарищ, тоже стоками занимался, иногда он в этих спринтах участвовал со мной, и у него был вот ровно вот такой же результат. И когда я читал авторов, которые утверждали, что типа как ты не делай, все будет хуже, я этому удивлялся. В этом плане, нет, смотри, там, скорее всего, они немного про другую тему говорят. Что-то типа ты сделал 2 проекта, 3 в месяц, и такой смотришь, ничего не выросло, еще и стагнирует. Типа, а когда ты ничего не делаешь, в принципе, часто бывает, ну, то же самое по доходу, Да. понимаешь? Вот о чем И речь. здесь может быть тоже момент того, что это авторы, которые были избалованы видеохайвом. Если они, например, пришли на Motion Array Ага. с видеохайва, ну там другая подписчная, другая система, Прям конвейером надо фигачить, Да. много фигачить, это да. При этом, с одной стороны, да, я бы хотел там сделать один проект, который меня бы озолотил. Ну, вот, например, я вот помню один из таких проектов, это вот Рикардо как раз-таки я отмечал. Мгм. FX он первый нарисовал. Я прям, как у него здорово все росло, но это уникальный проект. Потом уникальный проект, один это там 3D слайд-шоу какой-то падал, я помню, там скрипт был вложен, ну и там видеолансер пошел и прочие первые панель, которые появлялись. У меня такое не заходило. То есть я пробовал придумать какой-то там проект, я ну, не заходило. Потом я выработал вот это вот свой подход. Я называл свои проекты бабочки, потому что они недолго живут, у них есть определенный как бы срок, но они все равно со временем какую-то копеечку-то дают. И я понимал, чем больше я аккумулирую, пускай даже этот проект в итоге будет продаваться на $1. Хотя бы. Но если у меня будет 1000 проектов, и каждый продастся Разбросаны в разных точках и чуть-чуть. на $1, то, в общем, результаты меня вдохновляли. Плюс, что я тоже заметил, чем больше я работаю, тем больше растет качество моих шаблонов. Потому что я искал новые способы оптимизации. Ну, ты улучшался просто. Да. Не все занимаются именно улучшением. Некоторые не занимаются ни оптимизацией, ни... Их контент может не расти, в смысле, вообще годами. Они как будто бы делают по наитию такие, ну, ладно. То есть не все занимаются реально оптимизацией и улучшением. Хотя в теории должно быть автоматически. То есть чем больше ты делаешь, тем больше насмотренность, тем больше понимания, как должно быть лучше. Ну, здесь, наверное, просто вопрос, как бы я уж и хочу тут песен накидывать, типа про призвание. Ну, Да не признание, скорее... не всем людям сказание опыта больше нравится. Кто-то пришел туда за деньгами. Все. Вот кто пришел туда за деньгами, я думаю, им это не шибко надо. Это неплохо прийти куда-то за деньгами. Это замечательно. Главное, чтобы потом там горько не стало спустя годы, да? Там время ты потратил, результатов каких-то не добился, может, накопления не сделал, как бы, а время прошло. Ну, извини, там, я не знаю, сколько тебе лет. 30. Тебе 30. Мне вот уже почти 35. Я уже дядька, я не вижу себя 40-летним или за 40-летним, который будет сидеть и клепать шаблоны. Я просто этого не хочу делать. И ладно, даже если у меня будет возможность клепать шаблоны, я, может, их еще и как бы поклепаю, как-нибудь по-другому. Идейки все равно есть. Все равно даже сейчас я считаю, что шаблонами стоит заниматься, потому что они приносят деньги. Да, времена изменились. Да, стоки переформатировались, что-то стало по-другому. Я бы очень хотел, чтобы какой-нибудь из авторов, который постоянно на Motion Array попадает в топ-20 в какой-то категории большой, типа After Effects или Premiere Pro или пресеты, рассказал, как увеличится доход. Потому что там фишка такая, что если ты попал в топ-20, по-моему, в категории, Ты про текущее время. да, про текущее Там же время, 45%, да, по-моему? 45 при максимуме, там есть более гораздо интереснее вещь. Я много раз о ней слышал, но я никогда ее на себе не чувствовал. И, возможно, если у этого действительно фантастический результат, то и стоит стараться и делать вот уникальный шаблон. То Ага. есть, например, почему я не хочу как бы делать, да? Моя позиция, вот как Motion Array начал кидать,
Ну, в доходах просело просто катастрофично. Ну, еще Наверное, если там даже бунт был маленький такой. если посмотреть... Куда посмотреть? Ладно, что-то я сбился с темы. Если Да посмотреть... не, он может посмотреть. В общем, ладно, они порезали проценты, Ну. но там есть такая фишка, что они увеличивают количество загрузок. И как я слышал от некоторых авторов, когда... Это у топовый, да, вот самый? Вот, короче, там есть фишка, что в каждой категории может быть 20 топ-проектов. И если ты стал в этой категории 20 топ-проектов, то тебе увеличивают количество загрузок. Вот, например, у тебя вот этот топовый проект, его скачали 1000 раз. Тебе его автоматом увеличивают в 2 раза, и плюс еще что-то там, короче, накидывают. И как я слышал от некоторых авторов, там получается, там вот было 1500, стало 3000. Если ты попал вот как бы в эту вещь, Типа бонусная система. ну, типа вот такой, да, очень маленькое количество авторов это, с этим сталкивается. Я не сталкивался. Но кто попал, они вот прям в восторге, говорят, это пипец как круто. И меня вот просто конкретно мотивируют как бы цифры. Всегда. Я делаю шаблоны ради бабок, не ради дизайна. Но если это вот, если кто-то рассказал, вот это вот так работает, Кто рассказал вопрос? Откуда информация? Почему он не пиарится с Motion? Это же круто. почему не Работать, пиарится? пиарится, это все написано как бы в этом. То есть у них все есть. Я просто думал, может, Нет, по слухам нет, откуда-то. это не по слухам, это все у них, как это работает, это у них там написано. Это авторы, которые пользуются АИТУ, я это от них как бы знаю. И вот типа вот так вот круто. Но даже мы тут в подкасте с Шибко-бабками как бы не делимся заработком, и я и не хочу этого как бы делать. Мы голодаем. Переведите донаты, кто сколько сможет. Хотя бы 50 был. Вот. При этом вот какие-то говорили, что вот прям вот буст вот такой вот как бы получается. Ну, видишь, этих авторов очень мало, 20 на категорию, и я не всех авторов знаю. Но если это так происходит, и действительно можно попасть в число таких счастливчиков, когда тебя вот так вот бустят, я бы даже, может быть, продолжил бы заливать проекты на Motion Array. То есть, если что-то дает результат, и я знаю, что этот результат может достигнуть так, я бы предпринял бы какие-то попытки. И если бы это действительно так приносит, я бы, может быть, даже смилостился над Motion Array и не так его поносил, как это случилось после Кидалова. Мы же затрагивали тему, что само понимание кидалова связано со старыми авторами. Новые, которые придут, не будут знать, что их кинули. Их никто не кинул, потому что они не были до этого. А потому они придут и такие, да все нормально, смотрите, все отлично. Для них система как вот первый раз фактически видят, а потому проблемы нет. А вот авторы, которые были до этого, они такие, проблемы есть. Раньше было лучше. Вот, это оно, потому что разница в опыте. Был ли ты в тот момент или не был в тот момент? Мы затрагивали эту тему? Ну, чуть-чуть только. Совсем чуть-чуть. К этому пришли, наверное. Я к этому подводил, когда по экспоненте до 21 года шло, потом первый щелчок Таноса происходит. Урезали, Просто половина дохода в 2 раза, наверное, сложилась. Потом я начал заниматься АИТУ разработкой. Я несколько лет, в принципе, шаблоны вообще не загружал. Там, я не помню, в 23-м году 5, что ли, шаблонов я загрузил. Ну, можно сказать, вообще не занимался. море. Потом, вот, по-моему, в 24 году я ставил цель до конца года загрузить 100 шаблонов, собственно, и что-то, по-моему, не хватило парочки, не помню точно. В общем, очень близко к 100 шаблонам было. Ну и не только, там не только к шаблонам подводил, я читерил, я загружал и пререндеры от шаблонов, графические шаблоны, ну, Photoshop. Но основная часть все равно была шаблоны, и, в принципе, цель моя удалась, даже денежка, как бы, опять же, за короткий срок, я не помню, в декабре, по-моему, я 50 штук загрузил новых итемов. Сейчас кто-нибудь слушает. И я могу сказать, что у меня, по-моему, тогда то ли на 2000 скачек, то ли на 1000 скачек, в общем, выросло. И я тут же, моментально, опять же, увидел результат. Просто в чем вещь, я которую понимаю,
Во-первых, не каждый человек так может загружать в таком Ну количестве. да, количество А большое. во-вторых, на длительном отрезке времени я сомневаюсь, что если ты автор-одиночка, а я автор-одиночка, что на длительном отрезке времени ты сможешь вот так вот постоянно лупить. Я в целом со временем вообще я пришел к практике того, что либо спринт, я долблю, я умею долго, ну как долго, большое количество сделать за короткий промежуток времени. Когда разрабатывал функцию для смены соотношения сторон в E2, я загрузил на видеоболт 200 с лишним, ну, шаблонов Это примерно типа по архиву. берем один шаблон, меняем Да, да. То есть один шаблон, и у него получалось 3 разрешения: вертикальное, квадратное и пост. Ну, то есть можно делить на 3 эту цифру 200 с чем-то. Все равно это какое-то время как бы занимало. Ну, опять же, вот тот же видеоболт сделал, моментально сразу отдача X. Прям X была одна сумма, стала сумма в 2 раза больше. Даже тогда на Motion Array в конце 2024 года, загрузив, я увидел моментальный результат, но, возможно, это ошибка выжившего, потому что это был декабрь месяц, и, возможно, хорошо продавались какие-то рождественские проекты. Это как раз как Санта, рождественский проект. В этом как бы Есть шанс в моем случае. заблуждение было. И тут с начала года снова мы получаем сюрприз с урезкой. И даже то, что, ну, как бы получается, как нарастил, вроде что-то, опять жирка немножко отъел, тебя опять берут и глушат. Ну, мы не будем вдаваться. В общем, все авторы воспринимают это сугубо негативно. Я думаю, вообще никто нигде не любит, когда тебе лезут в карман. Логично. И еще в этом моменте, что я еще тоже понимаю, в некоторых случаях вообще, в принципе, будет невозможно вернуться на ту точку, на которой ты находился. Одно дело, если ты, скажем, молодой автор, и у тебя там было, пускай, 200-300 баксов, тебя, пускай, съело, но ты можешь нарастить и еще даже это больше перерастить. Но возьмем пример, там, автор, не помню какой, но у него скачивание, наверное, месяц, ну, 16 там тысяч. Не знаю. В общем, огромное просто количество. Больше десятка тысяч. Это автор не я. И его тоже сгрыз доход, но он никак не сможет сделать количество скачиваний за короткий промежуток времени, чтобы у него стало 32 тысячи. Вот. То есть для молодых портфелей это вполне нормально. Они еще и рост будут чувствовать. Даже подписчики А2 были. Вот мы там, когда начали возмущаться, скажем, я себя китом называю, другие авторы есть киты, которые работают давно, у которых сотни проектов за 500. Мы ощутили, а какие другие авторы, кстати, наш общий знакомый говорил об этом, о том, что уж не знаю, как у вас, а у меня все хорошо, у меня все растет. Ну, я искренне, конечно, радуюсь за тех авторов, у которых растет. Лучше растет, чем падает. Вот. Поэтому вот так вот. И вот это вот то, что ты не сможешь нарастить или вернуться на ту точку, на которой ты уходился, мне тоже это ментально, например, мешает, и нет у меня желания заниматься Motion Array. Когда они ввели эти, ну, Правила меняют, и значит еще раз поменяют. И до этого меняют. ну, 2 раза уже поменяли. Да. Ну, будет третий. И будет третий, да. Легко скажут. Вот опять. Причем объясняют это поведение пользователей. Ребята, Все то же самое. если мы говорим там про экономику, якобы, ну, вообще-то пользователь всегда голосовал центом, да, рублем. А вы, рука ваша залезла и начинает придумывать, крутить механизм. Вытаскивают побольше бюджет по Да. процентикам. Это где такое? Ну, вообще, для меня это из разряда какого-то в целом мошенничества, какое-то. Так и есть. И важный момент. Система подписки вообще никак не регулируется. Ее можно крутить внутренними механизмами так, чтобы просто обрезать процентиков на 5. Никто не заметит. Ну, мало ли период такой. И крутить ее можно как угодно в свою пользу, и никто не заметит. Даже с точки зрения юридических каких-то моментов. Это внутренний механизм, какие вопросы. То есть много чего есть скрытого. Это не прямая продажа, где вот сразу видно вот продажа. Там нет смысла как-то обманывать, так сказать.
Ну, Что, так, типа, вот так продаж. они и крутятся, всегда это выходит в сторону, что выгодоприобретателям будет motion array. При этом это всегда преподносится авторы. Это для вас. Это для вас. Мы вот посмотрели, мы вот обратили, вот это благо. И вот это больше всего раздражает. Я много раз общался где-то с ребятами. Я говорю, я бы motion array больше бы уважал, если просто руководство вышло и сказало, ребята, мы теперь берем больше денег. Вот просто не надо ничего объяснять. Мы так решили, мы так хотим, мы берем бабки. Мгм. И я бы, да, я бы точно так же бы возмущался бы, мне бы это не нравилось, но у меня бы этого возмущения было бы меньше, чем когда тебе говорят, это ради вас, это ради вашего блага, это для того, чтобы вы выиграли. Нет, ребята, Тут момент как раз, это особенность любых компаний, попытаться втереть, что тебе выгодно, что бы они ни сделали. Хотя в теории они могли как минимум не уточнять вот этот момент, типа, мы делаем так, потому что пользователь, но без фразы что-то типа, это вам будет выгодно, вам полезно и так далее. Но это особенность вот как раз контор любых, которые такие типа, вот вам плохо, но это вам выгодно, вот так и так. мне, конечно, интересно, как может быть, у них такая корпоративная как бы среда определенная, что у них там это так все легко как бы воспринимают. Не знаю, я начальство, в принципе, когда мне что-то не нравится, начинаю зубы скалить. Я помню, когда в первый раз вот это вот все ввели, причем мне в первый раз вообще казалось, это не может быть. Типа настолько, Ну, не может быть ну, такого. Я вот до последнего как бы сомневался, но я один из первых, кто тогда забил тревогу. Ребята, нас кидают. Не мог поверить, что это происходит как бы. И я списывался с Motion Array, мне отвечала Майя, а, и вот она все время пыталась вот как-то вот лавировать, не напрямую как бы отвечает. В конечном итоге мне сказали, ты нас задолбал, пошел. не хочешь работать с нами, не работай. И я говорю, вот так и надо было. Не мозолили, время не Вот тратили. это да. Я вас закидываю письмами, вы меня закидываете письмами. Я человек, в принципе, мне очень нравится прямота, потому что прямота, она многие изгибы как бы, ну, она избавляет от проблем, Да, от, время тратить как минимум. от недоговоренностей, как бы. Все там, не надо придумывать, не хочу я с тобой больше работать. Все, мы больше как бы не работаем. Мгм. Чем вот начинаться, что-то сливаться, что-то пытаться вот как-то это вот преподнести, обыграть, ты только испортишь еще хуже свое лицо, Мгм. вот став, не знаю, скользким типом. Ну, кстати, на кого-то это, скорее всего, работает. На кого-то, я уверен, это работает. 100%. Ему нельзя в лоб говорить. Он такой неожиданно. А на кого-то работает именно плавный вот этот утык. И Не знаю, я вот из СНГ пространства в целом не знаю людей, которые, нравилось бы такое-то, да, это ты не знаешь. Может, тебе я не таким знаю. приятно было бы общаться, а потому они вне поля твоего видения, потому что это такие люди. Вот и Может все. быть. Я вообще в целом не люблю авторов других. Поэтому людей я ненавижу. И я в целом, я других авторов не очень как бы люблю, Ага. потому что вот я в группе одной там состоял, в какой-то момент я оттуда просто вышел, потому что мне надоело слушать постоянное нытье. А я так и думал, что ты про нее скажешь. Ну, Это вот постоянная безнадега, все плохо, нас всех обманули, сколько ни работай, денег не заработаешь, и вот это вот постоянно, постоянно. Вот я говорю, я это воспринимаю как безумные просто теории, что типа вот это как вот, я не знаю, на Хайф я сделал проект, и я, ну, понятно, я тогда вот новичок был, да, то, что сейчас я его сделал, сейчас его денег заработаю. Ну, продался он 2-3 раза. Ну, а почему вы уже столько лет как бы работаете? Я не знаю, опять же, я не слежу уже много лет, как в каких количествах авторы работают, не работают. они уже особо не работают. Настолько я как бы равнодушно к этому отношусь. Вот тоже, если интересно посмотреть, там, когда на Хайве шел, каждый день сидишь с утра до вечера, вот эту вот статистику обновляешь. Сейчас я могу вообще в течение месяца не заходить, не смотреть как бы статистику. Меня интересует сугубо конечный результат. Мгм. Вот в эту макро там что-то посмотреть до сих пор знаю авторов, которые ходят каждый день, что-то смотрят, что-то там записывают. О, у вас скакнуло туда-туда. Я от этого так вот просто как бы устаю.
Ладно, я могу понять авторы, которые там регулярно каждый день как там грузят шаблон. Для них это, наверное, Так и есть. тоже фигней занимаешься. Ну вот, Займись чем-то другим, более интересным. и вот эти вот авторы, ноющие и страдающие, они, ну опять же, может быть, я заблуждаюсь, может, я недостаточно как бы на них смотрел, я их воспринимаю как лентяев. На них смотрел такой с лупой. Ну, не то, что с лупой, вот, ну, реально можно зайти там, не знаю, возьмем Десинг, по-моему, такой автор. Ты смотришь, у него каждый день проекты выходят. Не в одной как бы категории, может, там куча людей, не знаю. В любом случае, он как-то организовался, даже команду, может быть, организовал. Я знаю, есть авторы, реально, у них есть команды, там, дизайнеры рисуют дизайн, кто-то еще им помогает. Есть студийки. Мне даже в одно время помогали. Огромное спасибо. С DaVinci проектами, Final Cut проектами. Да, это очень как бы хорошо. Но есть авторы, которые ничего толком не делают, но при этом ждут какого-то результата. И меня вот это вот вымораживает, и ты ничего сделать как бы не можешь и не должен как бы делать. Ну вот, мы сегодня с тобой об этом говорили, я называю это нытьем. Это Вот, есть. есть, я прям восхищаюсь, я очень люблю трудолюбивых людей. Есть у меня 2 подписчика. Это говорит человек, который 50 шаблонов в месяц сделает, но вопросов нет. Нет, есть авторы, которые, короче, конкурс был на Видеополте. Ну, там просто надо было загружать проекты. И там вот один из подписчиков, Айту, Роман, привет, он за месяц, за 2 месяца на Видеобол загрузил 200 с лишним проектов. Неплохо. Я думаю, это вообще уникальный случай, как, во-первых, он был новичок на Видеоболте, он не знал, как туда загружать проекты, у него рука была, скажем так, не набита. А туда загрузить проект не просто закинуть архивчик, Спецификация. плейсхолдеры сделать, там, переименования, там, ну, в общем, так, чтобы потом в браузере это все воспринимал. И он наклепал огромное количество проектов. Есть еще Артем. Он занимается 3D. Он изначально был подписан на Final Cut проекты. Вот тоже. Он даже купил ноутбук специально, MacBook, для того, чтобы этим заниматься. И вот мы с ним общались, и он прям, у него позиция такая. Я просто делаю, я работаю в долгосрок. И вот о чем я сейчас некоторое время назад говорил. Я думаю, долгосрочная стратегия работает в любой момент времени. Если там ты сделал шаблончик, ну пускай даже 10 шаблончиков ты сделал, и ты ждешь, что сейчас там грузовики приедут, там деньги куда-то раскидать, но это так. Но если ты в течение года будешь, пускай каждый месяц сделать 10 шаблончиков, пускай не 10, а пускай 5, но в течение года 5 10 50, плюс еще 60. Ну, и с каждым разом шанс просто увеличивается. Да, плюс накопительный эффект, сложный процент. Пускай там падают меньше, проценты делают. Да, денежек меньше, но это все равно это остаются деньги. Плюс сейчас мы едины не только Motion Array или видео, я даже на Pond 5 загружаю. Я при этом... При признании. Нет, я не считаю это зашкваром. Я не помню, в каком году я, в общем, на Pond 5 почти все портфолио как бы загрузил, который был на тот момент. И он в год, ну, баксов 500, может, накапливается там. Ну, знаю, в любом случае деньги, короче. Если они со всех аккумулируются, да. Я забыл про него. Он все равно в течение года как бы накопил 500 баксов. Ну, кому лишний, можете мне переводить. Я всегда там говорю, ребята, у кого лишние деньги пришли, вот, пожалуйста, можно мне прислать. Если мало, недостаточно, либо если слишком много вы думаете, можно лишнее, всегда можно мне написать лишь сказать, прими дар. Я его с удовольствием приму. Я не против бабок, птичка по зернышку клюет. Кстати, это была одна из идей, как назвать подкаст. Птичка по зернышку. Неплохо. И вот, там есть не такие благополучные стоки, там, Motion Elements, либо еще что-то. Ну, допустим, у тебя есть 5 стоков, каждый из этих 5 стоков может приносить тебе по 200 баксов. Или даже по 500. Ну, блин, это офигительно. Вот пускай даже по чуть-чуть, но что-то тебе приносит в совокупности, это очень неплохо. Это очень неплохо.
Конечно, 1000 баксов в 2015 году, в 2016 я прям думал, да, вообще просто пипец, идешь, когда снимешь вот такую пачку денег. Ну, там, понятно, это кажется, это не 5000 купюры были. Это еще когда доллар по 30 был. Да, До какого это было? До 14-го? Стоп, нет, уже ОП-60 был, получается. уже Вот, да, 2014-го как раз вот. вот у меня тогда 80 тысяч, короче, примерно, я не помню, 16-17 год получалось. Там сотка, если Нет, тысячами. тысяч. Ну, вот такая вот пачка как бы получалась. Прям котлетку ложишь, грела как бы, да. А потом еще тоже момент был, деньги, когда до какого-то уровня доходят, ты перестаешь на них обращать внимание. При этом самые большие деньги, которые, я считаю, я заработал, когда я моушеном занимался, я бесплатно делал там дизайн, либо ролики, и мне написал парень, говорит, у тебя есть за деньги, что ли, как-то назывались? Мани, вот какая мани была? Юмани? Нет, не Юмани. Вот давно-давно-давно самые первые электронные деньги. WebMoney. WebMoney. Вот. Z там, по-моему, доллар был. Как там? ВМЗ. ВНЗ. Вот, я помню, что вот это вот было что-то такое. И он мне перевел 3, что ли, бакса. Там это... Вот как раз 90 рублей это было. Как я был счастлив. Потому что это были первые деньги, которые я заработал вот на творчестве, скажем так. И типа они настоящие, которые можно там использовать, так сказать. Да, и я прям, потому что батя, скажем так, долгое время относился ко мне со скепсисом. Типа, Какую-то херню. Да, это у всех, это у всех. да. Такое есть. Не обеду, у меня ничего нет. Батя вполне мог оказаться прав. Да. При этом я бы очень хотел, я вот упустил этот момент. У меня батя мужчина с золотыми руками. Там, я тебе не скидывал, там он построил вездеход. Офигеть, нет. Там, короче, машина из Вархаммера просто. Вак! Вот я тебе реально скажу, вот, закончу съемку, я тебе рублю, я ребятам скидывал. В общем, мы выезжаем, он на гусеницах, мы едем по земле, по каналам, потом мы заезжаем в озеро и плывем по озеру. То я понял, везде, типа, способен. Везде. Вот все, ну, Как бы... реально вездеход. И дом, в том числе, он как бы своими руками строил. Он умеет. Я, к сожалению, этот момент упустил. Вот даже элементарно плафон, да, у меня дом перегорел, я не могу плафон поменять, я не шарю. Батя приедет, он мне плафончик как бы поменяет. Все равно у меня там появились какие-то инструменты, там дрельку я завел, что-то где-то я научился, но я бы хотел иметь как батя. И батя мне в свое время это хотел передать, а я от этого отказывался. Чем занимался в этот момент? Почему вот За компом сидел, вот. графика? Да, графика, да. Разные пути, и ты хотя бы не фигней страдал. То есть это тоже момент. Хотя бы, но я понимаю, что не У получилось. меня нет рефлексии по этому поводу, но я понимаю, что все равно базовые какие-то вещи я бы мог бы получить. И вот батя, вот он хотел этому передать. Я вот понимаю, четко осознаю себя. У меня отец охотник, рыбак, он все за это шарит, все объяснит, расскажет, как это все сделать. И я четко понимаю, если, опять же, вот пример, Постапок будет. не обязательно поп, на нас упали санкции. Деньги мы не можем вывести. Стойки обломились, пожалуйста, далеко ходить не надо. Брат мой, все, он стоками уже не занимается. Кончита. Не получается восстановить никак. Никакие лазейки, никакие схематозы. Все. Возможно, и лавочка много где как бы прикрыта. Все, кто успел, тот и съел. Сейчас это сделать очень тяжело, наверное, только если действительно уехать из страны. И как в начале даже нашего разговора мы говорили о том, что вот ты ради денег пришел, а потом ты на студии не устроишься, если ты клепал ПП-персидский, например, Да. и тут без денег остался. А я уверен, что многие к хорошему очень быстро привыкают и хотят тот же, например, уровень. А здесь, есть грядка, у тебя есть куры, ты можешь поехать рыбу наловить. Я, этим очень воодушевлен некоторой автономностью. То есть, если придет какая-то беда, вот даже у нас план есть с женой, если, скажем,
что-то очень нехорошее начнет происходить, я знаю, что, поехав к бате, это место, где мы выживем. С этим человеком мы выживем. У нас есть, конечно, прикол там локальный, ну, это шутка. Батя просто из говна и палок все строит, но это работает. То есть вот он сделал там ворота, например, да, просто что-то где-то наколупал, где-то железо нарезал. Но это ворота, они смотрятся нормально. Да, может быть, они скрипят, но он туда ни копейки, грубо говоря, как бы не вкладывал, может быть, на болтики. И мне нравится вот эта вот возможность, даже вот покупка дома. Смотришь, коробку продают за 6 мультов. Ну, туда еще надо мульта 3, наверное, вложить в ремонт. А если бы я был как батя, например, и мог бы это сделать, ну, Самостоятельный ремонт. построить дом самостоятельно, Стрелся, продал. мне бы этот дом обошелся не в 6 мультов, а в 3 мульта. Я бы сам бы его строил, сам бы его отделывал бы. И мне вот этих навыков не хватает. И я вот о чем сожалею, что мне этого не хватает. И я тоже определенный заложник стоков. То есть это единственное чем я владел, наверное, сказать, в совершенстве, я так, наверное, скажу. Это единственное, чем я действительно умею очень хорошо заниматься. Там не буду я накидывать там специалист, не специалист. Мне это в целом и нравится стоками заниматься. Сейчас стало скучно, потому что однотипность, это превратилось в рутину, нет вызова. Но если с выражениями работать, вызов есть. Ну, выражение, понятно, это не привязать своих друг к другу, а что-то серьезное как бы писать. Вот это вот нравится. По сути, вызов нужен, потому что надоедает, это рутинность становится, а потому становится достаточно скучно. Скучно, Да. скучно. А скука — это уже плохой звоночек. Как тебе подать? Не, у меня есть. Я напился уже. Ну и после программирования уже шаблонами не очень хочется заниматься. Плюс, к сожалению, может быть, к радости, когда ты познал автоматизацию на каком-то классном уровне, тебе уже неохота колупаться. Вот это вот идея фикс тебе появляется. Сейчас я что-то сделаю, Все, автоматизируй. сейчас я вот что-то сделаю, придумаю что-то и срублю бабла по-быстрому. Меня вот Не покидает. так преследует уже энное количество времени, что сейчас я какой-то подход найду. Я пока не садился, не пытался это сделать, но хочется изобрести какую-то темку. Те, кстати, темки удавалось сделать. Это когда ты делал типографические пресеты. Лучшая вещь, которую я когда-либо делал, самая топовая. Расскажи, как ты к этому пришел. Я увидел, короче, на видеохайве где-то типографику. Это был PixFlow. И я такой, надо сделать что-то похожее. И сделал тоже что-то похожее. Он прям очень похож. И он продавался. Я такой, это мое, типографика моя. Ее не так много было. Я начал штамповать эту фигню пачками. Там еще был автор такой XFS Design, по-моему, вот так. Он и сейчас есть. ОМРО, там прямо он закреплен. Там еще сейчас заниматься начал. Но у него, в принципе, и там проекты были чуть-чуть со скриптовые. Я как раз у него увидел графику, тоже типографику, и я такой, блин, круто выглядит. И тоже начал штамповать похоже. И они все, оказывается, продавались. Это было удивительно. И там человек 5, наверное, не делало всего. И они были, на самом деле, однотипные, но самые лучшие по продаже. Как раз у меня есть проект, называется Unique Typography. Уникальная типография. Это вот максимум продаж, с которым у меня был за определенный период времени. Я был доволен. Он еще его добавили в фьючерсы, типа. И я такой, ого, это вот момент успешный. Ну, это смотри, это просто проекты. Ты не рассказал, меня интересует вот именно ты делал FFX пресеты для After Effects. Там 1000 с чем-то. Ну, вот к чему я подвожу. Ты сделал какую-то темку и сгенерировал огромное количество контента. Вот об этом расскажи. Как ты к этому пришел? Как у тебя эта идея зародилась? Были, короче, я вводную информацию несу. Были, когда-то у Adobe была программа Adobe Bridge. Там часто были пресеты FFX для After Effects. Их можно было оттуда применять, посмотреть. Но превью там изначально, если ты, собственно, создаешь, превью не было. Мне стало интересно, как добавлять свое превью изначально. Я такой нашел способ, как добавлять свое превью.
теперь можно было в Adobe Bridge просматривать пресет перед тем, как применить. Я делал простые баунс, по сути, какие-то анимации. Я тогда уже, выражениями больше занимался. И простой баунс какой-то. И у тебя есть просмотр, как он выглядит, и с какими-то настроечками. Ты такой открываешь, сразу у тебя целая коллекция. Ты просмотрел, применил любой и наслаждаешься. И они начали продаваться. У меня, помню, было 50, по-моему, FX пресетов. Ты руками вот эти 50 Это руками полностью было, да. Ну, там чуть баунс накинул, поменял параметры немного, аниматор добавил какой-нибудь, вот, и все. И я такой, они продаются, типа, ништяк. И у меня возникла идея сделать еще штук 50, какой-то проектик. Он тоже руками был сделан, а потом я такой, а нафиг я руками делаю? Я в тот момент была, типа, контест в тот момент, акция, типа, событие. движух. Да-да-да. И там она была как раз по скриптам, типа, создайте крутой скрипт. Я создал скрипт текст аниматор Suite назывался. Это как раз ты открываешь его, выделяешь текст и разные параметры, что ты можешь крутить, и есть кнопка рандом. Нажимаешь, и просто вот рандом всех параметров с экспрессионом, там какой-нибудь баунс, где без баунса, и все. То есть все, ты получил готовый кек. Я такой в конкурсе не выиграл, к сожалению. Я, на самом деле, не помню, кто он выиграл, но я стремился выиграть, там были $3000 давали. Но победителю 1500, это 3, это суммарно там 1, 2, 3 победителя. Первый самый большой куш получает. В итоге, так как я создал такую вещь, я такой, нафиг я руками создаю? Они же продавались за это. Я написал простой скрипт, который берет все это, рандомизирует и создает целую пачку. Ну, по-моему, пресеты я руками сохранял, все эти фиксы. Я создал сначала 200, по-моему, потом 500, потом 1000 я создал. Это же фактически генерируется. Каждый пресет был in и out. Применение и так, и так. Они продавались. Не все сильно успешные, но они были похожи на то, что я делал руками. То есть, в принципе, визуально, нет особых отличий. Что я руками бы делал, что я нагенерил. И потом я еще создал такую вещь, тоже скрипт. Это был что-то похоже на Animation Composer, только отсосная версия. Говнище. На минималках, на минималках. Да. Но там было превью, ты мог выбрать элемент, а превью было на основе до CC 2014 или 2012 можно было SPF файлы. Это Adobe Animator. Раньше он назывался от компании Shockwave. Он назывался... Macromedia, да, Flash, вот. Потом бы выкупил Adobe и перенал в Adobe Animate. И, SVF-файлы — это по факту скрипты, в которые можно, на них игры создавали, помню, сайты много были, то есть Underground Tank или как это назывался, много игр, на флеше было. Мультики, Масяня тоже была на флеше, то есть дофига всего. Там, можно было создать кнопку, интерактивность, была полная. Нажимаешь, и вот тогда воспроизводятся игры. Вещь крутая была, но с точки зрения безопасности говнище полное, ее поэтому избавились от нее напрочь. В общем, я посмотрел, как можно что-то подобное создать превью, зашел, скриптик написал простенький для SVF. Там, по-моему, использовался JS, вот что-то назывался он ActionScript. Была последняя версия 3, но по факту это вот что-то типа между JS и какой-то фигней. В итоге я создал превьюшки для каждого этого элемента. По-моему, там автоматически как-то более-менее автоматизировал. И там было у меня 2 пака. Первый пак имел 2300, по-моему, анимации текст. Там не только баунс, а вот любой какой-то. Анимации были неплохие, но в целом у меня было 2 слайдера на in и out. Можно было чекбоксом выключить либо первый, либо второй. Применить либо оба. Там были маркеры времени. То есть ты применил, маркер сдвинул, дольше анимация, сделал поближе, анимация короче. И короче, двигаешь элементы и смотришь в превью, как это выглядит. Его даже покупали. И я потом выпустил следом второй пак, который то же самое, просто 800, по-моему, элементов. Он другой, реально, я его перегенерировал, но в целом похожая фигня. Его тоже кто-то покупал, но первый больше всех продался. Animation Composer реально на минималках. После, по-моему, CC14 либо 12 даже. Только как CC, начало появляться, SVF выпилили оттуда, и, по сути, все продажи этого скрипта начали падать, потому что все обновляются новые версии.
а он стал просто неактуальным. Мгм. Вот. Но по факту я нагенерил дофига каких-то пресетов внутри оболочки скрипта. Вот, короче, вот подобные херни нагенерил, и, ну, хорошо было. Ну, я, кстати, помню, когда мы жили с Альбертом и Это интересные времена. Александром, вот тоже воспоминания. Первые шаблоны, как я делал, да? Мгм. Я помню, мы приходим с офиса часов 6-7, Мгм. я сажусь, что-то пытаюсь сделать там до вечера, ну, в перерыве там похавать, да, мы что-то там мы готовили. Все, допоздна как бы работаю. Ты тоже, я помню, сидел тогда над выражениями, делал какой-то каунтдаун на выражениях. Я вот прям вот точно помню, и часы ковыряется, думаю, кто бы знал, что какие возможности как бы открывал, исследовал. И с утра вставал до работы часов 5-6. Я не помню, ходил я тогда на пробежки или нет. Но точно помню, что отжимался, приседал. Сейчас я ничего этого не делаю. Мама только это мне, кстати, вот перед тем, как подкаст записывать, думал рассказать им занимательную историю про то, как там после вечеринки кто-то... Вечеринка не наша была еще, важно. Эти, да, это взрослые мужики отрывались как... Интересное время. Про гусеничку как раз было вот до этого месяцев за 6, наверное, за 3-4. Ну, что-то так... Нет, стоп, за 2 месяца. Гусеничка, она вот Примерно прям вот близко вот к этому. переселили как бы из офиса на нормальную квартиру. Другой момент. Как ты пришел к SEP-панелям? Вообще, я их увидел, и, по-моему, например, Animation Composer, он плагин изначально. То есть это C++. Он был плагином сразу. У Animation Composer, когда он Нет, был, сразу плагин был. сразу был плагин. А сейчас он не плагин уже. Нет, он, по-моему, до сих пор плагин, потому что М. возможностей сильно больше. По визуальному дизайну он хуже, ну, например, потому что это не цеп. А вот по возможностям внутрянки, типа соединения с софтом, сильно больше. Но это C++, они довольно-таки, ну, геморная вещь. У них там команда ребят, поэтому вопросов нет. А цеп-панель как раз я увидел у кого-то, какой-то скриптец, но с интересным дизайном. Я был удивлен, типа, скрипт, ну, не запихнешь дизайн. И я такой начал искать, и такой понял, что это цеп-панель, это типа HTML, CSS, JS. Ну, по поводу, что вы не запихнешь дизайн, я помню, тебе приводил, как-то скидывал скрины Тимура Константинова, Switch, вот этот, колоб. Switch Color и этот, там, что-то буквы, короче, как-то... Это SPF был. Короче, Для анимации вот этой бувки, там была настройка графиков, это был SPF. пускай он был, у него, короче, там дизайн сочный, вкусный. Ну, ты сказал, это картинками, когда сделал. Да. Ну, значит, даже картинками можно делать. Можно. И это, я, знаешь, я вот смотрел, вот когда эту я как бы разрабатывал, я открыл, это скрипты очень древнейшие просто. И, кстати, у него вот это Безье, она до сих пор работает. Я, по-моему, вот Ты уверен? в прошлом году, может быть, проверял, чекал, смотрел. Просто без SPF это нельзя было реализовать. Методами скриптов. В общем, Нет этих методов просто. может быть, я заблуждаюсь, но, по-моему, я смотрел, я диву давался. То есть он из Безье как-то работал. Причем для меня это до сих пор является тайной. Я не понимаю, как работать с Influence и Speed, чтобы они работали с Безье. А он же настраивал Безье, и это Безье уже в те года. Это не скрипт, не SEP-панель, который Да, я Flow понимаю. сейчас существует. Ага. Уже тогда, ну, у него, скорее всего, там запекалась анимация по кадрам. Сейчас понятно. Такое процессе. Такое понял. Не два ключа как бы создавалось. Это вот сразу в том же Flow я не понимаю, как... Я понимаю, что там конвертация какая-то происходит. Но математическую формулу, я ее искал с этим, с чатом GPT, не могу найти эту математическую формулу. А мне пипец как интересно. Тот же EasyScript тоже я не могу реализовать. У меня не получается воспроизвести. А там же у Opacity, у Scale и позиции у них разные, я не помню, как это называется. В общем, разные механизмы анимации, и ты даже когда easy copy копируешь, у них значения внутри меняются. Опять же, какая-то трансформация есть, но я эту трансформацию сколько не искал, и с чатом GPT искал, найти не смог. Один товарищ что-то находил, какую-то форму, примерно высчитывал, но
вроде как она не всегда как бы подходила. Это формула внутреннего механизма JavaScript. У них есть система анимаций. Если копаться, не пытаться в скрипты именно After Effects, а покопаться в общей системе JavaScript, и до ES6 еще было, у них есть пример функции реализации для бэк-анимации, баунс-анимации и так далее. То есть в браузере имеется в виду. То есть это было тогда еще. Это оно, которое используется в более простом виде в After Effects. Ну, для браузера, да, браузера-то. Ну, там немного видоизменен, он немного видоизменен. Я, наверное, о другом говорю, потому что в АЕ нет понятия без Е. Ну, это правда. Вот в чем дело, как бы. И как вот трансформировать вот это, вот то, что будет работать в АЕ, я не понял. Много раз пытался. И я не понимаю, как трансформировать свойства opacity, например, вот кривые opacity. Если ты их возьмешь, скопируешь и попробуешь те же значения influence и speed накинуть на значение позиции, там не будет такая кривая, как кривая у opacity. Тут момент, кстати, по-моему, это является математической формулой, которая является циклом, но без for и, а которая просто от времени зависит. То есть математическая формула перебирает определенное значение и создает эффект кривой. Я понимаю, что там какая-то математическая формула. По-другому это без математической формулы это не сделать. Да. Но я много искал эту математическую формулу, я ее не смог найти. Там еще число π используется как точка. Наверное. Она везде практически используется как точка. Ну, подсчета определенно. У меня YouTube просто, я не знаю, там написан методом непонятно каким, я половину не понимаю, как работает. Прям вот когда начинал, долбил, я сейчас смотрю, блин, я Франкенштейна просто создал внутренний механизм, я его переписывал 3 раза. Ну, и с каждым разом он, конечно, лучше и лучше, 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 как бы. Но есть там так называемый legacy, да, код. И я понимаю, что вот legacy, я его иногда переписываю, очень аккуратно стараюсь, чтобы ничего не зацепить. У меня просто еще схема такая написана, как сказать, я пытал и пытаюсь всегда оптимизировать код, чтобы разные части функции, вот, например, у меня есть функция, она вот что-то вот это делает. Потом я пишу что-то совершенно другое, но вот в эту функцию. вот оттуда взять, чтобы не дублировать один и тот же код. И это создало такую сложную систему. Я же не все всегда как бы помню. Плюс там у меня тысячи просто строк кода. Десятки тысяч. Очевидно. Десятки строк кода. И бывает так, я куда-то залез, что-то подправил, а у меня в другом месте вообще потом отвалилось. И это вот жуткий стресс, когда куча людей тебе начинает писать в один момент времени, что здесь вот это не так, а они еще, видимо, во вкус что начинают входить. Видите, один написал, второй, третий. А еще бывает, знаешь, с несколькими задачами, и вот я начинаю между кодом скакать туда-сюда. Хорошо, что я больше этим не занимаюсь. Возвращаемся к сеп-панели. Ты увидел там дизайн? Увидел дизайн крутой такой. Офигеть, надо этим заняться. Не особо занялся, пока не увидел Motion Bro. Полноценно не особо втягивался в это, знал, что они есть. Я такой смотрю, что-то как грибы вырастают расширения какие-то для применения. Я такой, для применения шаблонов. Я такой, надо своим заняться. Почему нет? Прикольная тема. Занялся своим, узнал про цеп-панели сильно больше и, собственно говоря, написал свой вариант, как я это видел в тот момент. Похоже на остальные, но со своими нюансами, поэтому не могу сказать, что это чистый клон, но они все похожи. Это был какой-то определенный проект, какой-то скрипт, или это вот прям уже аниом ты сразу начал создавать? Нет, не начал сразу создавать. Это изначально был текст-пресеты, пакет. И предполагалось, что расширение изначально это только пресеты. А потом я такой, какие пресеты нафиг? Можно сделать что-то больше, и я начал его перестраивать, чтобы другие пакеты работали. Из-за этого у меня тоже есть legacy код, связанный с JSX Bin. Вот эта упаковка JSX в формат, где нечитаемый. Это legacy код, по факту я потом от JSX Bin перешел к JSON полноценно. То есть пакет теперь это JSON. Это самый логичный вариант. Но из-за этого есть legacy код, где JSX Bin импортируется, используется и так далее. Короче,
отойду немного обратно. Написал свое решение. Оно, в принципе, вот первый автор, который был на решении, это был Грузгод. Это окоп. Собственно говоря, первый пакет был, когда я поменял структуру, чтобы можно было After Effects, Premiere добавили. Короче, чужие пакеты можно добавлять. Постепенно в этот момент начал наращивать темпы в плане, что можно добавлять, опции, функции, и начал постепенно писать админку. Я подумал, что логично было бы управлять какими-то данными с веба, то есть пакет статичный на компьютере человек валяется, а тут можно поправить какую-нибудь ссылочку, по которой это переходит к автору, еще какую-то вещь. Ну, в итоге админка оброслась. Она была изначально на Bootstrap, дизайн, и PHP, такой дебильный максимально PHP. А сейчас это Vue, красивенький дизайн, PHP система MVC, поэтому понял, что нужно еще улучшать систему, отойти от MVC, она не лучшая для админа и прочего. А API отдельно есть. Ну, то есть, короче, теперь это более цивильно, скажем так, выглядит. Ну и у пакета добавилось сильно больше за тот период. Вот. Однако сама тема, где я много видел авторов, которые такие, вот сейчас создам проект, они, например, брали мое решение, создавали, в надежде сейчас тоже на поезд прыгнут, и они падали с этого поезда, у них не было продаж, их пакеты не выигрывали. А часть, наоборот, у них действительно получалось, они выпускали что-то, и это росло. Ну вот SoundDuck, он до сих пор у тебя пользуется? Да. Вот как ты их находил или они тебя находили? Часть времени я создал расширение для браузера, чтобы можно было easy писать авторам. Был такой момент, когда я сам писал авторам и предлагал, типа, вот есть такое-то решение, я написал, наверное, суммарно 100 авторам. Из них ответило человек 10, и где-то, наверное, 3-4, может быть, из них, такая воронка, попытались использовать. Не говорю, что они дошли до конца, но попытались в таком плане. То есть это не сильно имело смысл, скажем так. Однако вопрос первого толчка. Я ведь тоже продавал собственный пакет текстовых анимаций в Атоме, и это как бы являлось тоже раскруточкой постепенно, что вот есть такое-то. Я за одним на странице рекламировал, что вы тоже можете использовать, и вот постепенно это оно есть. Доп. Реклама внутри, так сказать, реклама. А потом это постепенно маховик раскручивается, и вот двигается в этом направлении, что больше узнают, больше используют. Сейчас в день используется 30 тысяч человек в день активно. Вот. У меня Яндекс Аналитика отключена. Вот SoundDuck, он сам тебе написал или ты ему написал? А он сам написал, кстати. Это было забавно. Он написал, говорит, у меня YouTube-канал, и я бы хотел использовать. А у меня до сих пор система создания пакетов — это JSON. Ты его сам описываешь, есть документация, но это очень неудобно. Нет UI, типа, ты как будто на Люнисе сидишь фактически. Но он справился, типа, у него все получилось, он сделал, выпустил первый пакет, и потом он такой, нормально, удобно, вроде пользователям все хорошо, и начал, собственно, их штамповать. Потом попросил систему подписки, перешел на своем сайте на систему подписки, я ее создал, и теперь он сидит и на подписке, и на продаже обычных пакетов. У него YouTube-канал, поэтому он, в принципе, легко их продает, потому что он их рекламирует. По факту это вот мини-бизнес организовался у него. Но таких, как SoundDuck, собственно говоря, немного, это очевидно. Большая часть все равно была заточка под видеохайп, но да. Но видеохайп, в принципе, уже относительно этой темы мертв фактически. Видеохайв, да, это сток третьего сорта. Да, Такой, как Pond 5. Наверное, нет, он, наверное, все получше, может быть, поживее, там разнообразие тоже какое-то есть. Нет, туда грузят только, чтобы на элемент Да, загрузить. это да. Плюс Pond 5 я туда камней в огород накидаю, но они вообще, я не знаю, не развиваются как-то. Откройте другие категории. На моих глазах вот умирал сток Storyblocks. Он назывался он был хорош какой-то. Videoblocks. Да. Там продавались только After Effects проекты, причем там продавал за 100, за $80, как бы. Я туда грузил, там одна продажа, но это прям на 3-4 нормально провалило. И вот он просто умирал. Я тоже это Я думал, все, вот сейчас умрет, а тут они хоп, переименовываются, вводят pp разные домены фактически используют. pp-пресеты, бах, все как бы ожило. И
тот же момент, по-моему, когда помирал этот Motion Array, когда вел первые эти комиссии, вот эти вот новые новшества, тоже мы им туда, по-моему, писали. В какой-то момент там появились DV, DaVinci как бы шаблоны. И, в принципе, тот же Hive, он ПП никогда там типа не будет. Премьер проекты там появились, и DaVinci там появились. И причем я думаю, что DaVinci будет постепенно вытеснять Adobe. Я на самом деле слышу подобное мнение, потому что, ну, с оговорками. С оговорками. С оговорками. Adobe, ну, может быть, не в каких-то крупных продакшенах. Я просто, когда шаблоны как бы появляются у меня в портфеле, это вообще программа, она настолько противоречива, я ее ненавижу. Сейчас уже моментами люблю. Когда я только с ней познакомился, я ее ненавидел. Просто ужасно. Она с внутренними багами определенными в студийной версии. Мне писали PDR-шаблоном, наверное, каждый день. То, какое количество писем я получал PDR-шаблоном, я за 5 лет там создания шаблонов никогда не получал. Это реально люди писали, это ужасно работало. Компьютер настолько неоптимизированная программа, Что живет, по-моему, там требует сразу 8 гигов, по-моему. что тормозила даже текстовая анимация. Ну, я много с кем дискутировал, меня вот все время пытаются вот убедить, вот у меня на моем космолете как бы работает. Ого. Ну, не знаю, короче, у других людей типа нормально работает. У меня, ну, не самый древний комп, блин, был по тем временам, и до сих пор он у меня прекрасно на нем работал, чисто для машинного обучения обновил, да, машину. А, ужасно просто. Если ты не сделаешь пререндер, ничего смотреть невозможно. Этот пререндер тоже ужасно долго считается. Просто ужасно неоптимизировано. Все очень плохо работает. Но начиная, по-моему, с 19 версии, они подтянули оптимизацию. Ну, Это стало побыстрее прыгать. Я вообще не знаю, как раньше люди обычные, а я понимаю, что основные пользователи шаблонов это никакие не дизайнеры. Это люди, вот, которые, ну, ютубчик, канал, что-нибудь такое. ну вот, что-то начинают там. Я вот как-то у меня споры тоже там были, типа вот Могарт и ПП проекты. Зачем нужны ПП шаблоны, если есть Могарт? А потому что это две разных совершенно категории. Не надо их с друг другом связывать. Это так же, как я понял вот эти вот свои, скажем, ошибки мышления. Не надо сравнивать After Effects и Premiere Pro. Это две разных программы. Этими программами пользуются совершенно разные лица, скажем так. Так же, как Apple Motion и After Effects. Имеет право на жизнь. Да. И там вот там кто-то думает, пользователи там никогда там не кастомизируют шаблоны. Вот PP-шаблон, он дает возможность тебе прям настроить шаблон в каждой детальке. Можешь время растянуть, можешь передвинуть элементы, если ты это умеешь. В Могарте ты этого не сделаешь. Вот что автор задал, с теми параметрами ты и будешь делать. Больше не надо, скажем честно, больше. Возможно, но все равно я с такими кейсами сталкивался. У меня был пользователь, телеведущая из США какая-то, Ну, не помню, какого-то канала. Я прям тоже так... И в чем суть была? Слайд-шоу, какая-то свадьба, и мы из этого слайд-шоу 1 минуту 20 секунд делали час. То есть, казалось бы, не надо. Но есть такие люди, кому надо. Знаешь, на видеоболте есть ревью. Ну, эти, кстати, рассказы лезут, меняют настройки, значит, надо, понимаешь? Лучше бы, конечно, не лезли. Я считаю, вообще здесь тоже я пришел к тому, что когда ты разрабатываешь шаблон, тебе нужно думать об UI. Ну, в том числе, какие должны быть контроллеры, плюс эти контроллеры не должны там друг другу противоречить. Ну, например, такое может быть. Ты вот здесь переключил, а вот это у тебя перестанет работать. Ну, продумывать вот эти вот маленькие там нюансики, если пользователь решит там текста вписать больше. Не так обрезать текст под этот, а вот побольше сделать. То есть кастомизация, она нужна. И вот пользователь DaVinci, обыкновенный, вот он запустил на ноутбуке.
Он не может воспроизвести. Да на ноуте вряд ли не хватит у него ничего. Ну, я не знаю, короче, как. У меня из-за этих шаблонов репутация как запятнана, скажем так. КС На запустил. на видеохаве. Ну вот не работает как бы. Это сейчас они там ввели, там, если шрифт у тебя не установлен на компьютере, тебе напишет, вот, не хватает вот этого шрифта. Такой. А раньше был черный экран просто. Офигенно у них, конечно. Все, вот шрифта Я помню, на их форум заходил на DaVinci, там капча, чуть ли не математическую формулу нужно написать, то есть они как бы для гиков вообще полностью. Плюс я смотрю, у них какая-то система, Blackmagic, у них логика, в принципе, фьюжена и внутренняя, кривая. Они придумывают какие-то схематозы, ну, кривая логика, там фьюжн композиции, например, не видят друг друга. То есть если в After Effects я могу там в одной композиции создать контроллер и потом через другие привязаться, там так не получится. Там же префабы, по-моему, префабная система. Я не знаю, я не понимаю это. Unity, создание игр, использует префабы. Это как бы единый компонент. Но он не видит то, что за пределами этого компонента. Ну, короче, вот типа того, и получается, если у тебя какой-то сложный проект, ты его делаешь по системе нот, у тебя просто куча нот, ты в этом тяжело просто разобраться, самому даже такую систему простроить. Но какое там классное программирование. Там же питон, нет? Там есть Python. Вообще, Python — это надстройка. Я когда что-то для DaVinci делал, я в какой-то момент начал писать на Python, а потом все-таки перешел на Lua. Lua устанавливается вместе с DaVinci. Слушай, Lua, по-моему, используется, знаешь где? В скрипте сейчас для создания этих. Вполне возможно. От Python отказался, потому что Python — это надстройка. Надо отдельно брать, устанавливать, а я знаю, не надо пользоваться, чтобы вообще что-то как бы устанавливал. Надстройка это... Из коробки как Да. бы. Там, может быть, нужно будет заходить в окружение, менять То что-то. есть настолько, то есть Да. она не ставится сама. Lua сама ставится. Python — это надстройка. И переходил на интерфейсы. Вот ты, если создаешь... Во-первых, макрос в DaVinci это может быть полноценным шаблоном, с заполнителями, с какими-то еще вещами. Ты можешь любые типы контроллеров, менюшек сделать, выпадающие списки, слайдеры, чексбоксы, это все с друг другом будет связано. Можно взять картинку там, встроить, ссылку как бы добавить, если там куда-то перейти, и это будет полноценный шаблон. Макрос. А в итоге это просто текстовое представление, скажем так. Макрос — это выглядит чем-то на JSON, похоже на JSON. В общем, настроить, кастомизация просто вот так. По сравнению с Adobe и его пресетами, Adobe — это просто каменный век. Ну, пресеты там... Ты знаешь, ну что там пресеты? Это просто эффекты. Это Да. там, ну ладно, может быть, 5 шейпов, маски могут быть, но в целом это ни о чем. Это просто ни о чем. Это говно и палки. А они их не улучшали никак за все версии, они ничего с ними не делали. Ну. Вот. И DaVinci, там есть плюс, можно писать прям скрипты. Можно делать скрипты с UI. Ну, причем в бесплатной версии, начиная с 19 версии какой-то, эту возможность обрезали. Это вот прям вот говнянку подкинули, типа говорят, ну, это вообще случайно тут это затесалось, вот эта вот возможность. Мы ее вернули в платную версию. То есть надо за деньги покупать. По-моему, она дорогая, кстати. Нет, она причем стоит прям копейки. А что, я помню, она стоила дофигища. Нет, она стоит, по-моему, баксов 200, может, 300. Сейчас, типа. Да, и Она там чуть ли не 1000 и стоила. ты ее один раз покупаешь. Full tip time. И обновление получаешь тоже? Или каждый раз новую версию? Я не знаю, у меня нет просто этой версии. Почему? Потому что на стоках принимают только шаблона free от DaVinci. Но есть вероятность того, что когда ты делаешь шаблон в студийной версии, Только в студийной? Да, только студийный откроется. И поэтому как бы подкинули, ну как сказать, говнянку подкинули для пользователя YouTube, а не для тех, кто пользуется шаблонами. Потому что там скрипт свои, и им надо и подниматься, в общем, вверх по новым версиям. И еще, начиная, по-моему, с 19 версии, сейчас в DaVinci ввели аналог SEP панелей. Там
на какой-то версии JS, то ли Electron, то ли... Не помню, я не вдавался. Можно тоже теперь делать вот такие вот панельки, красивые, с интерфейсом. Я не пробовал, может, и буду. И плюс я смотрел статистику, как там пользователей TR прибавляются, а они прибавляются, и они прибавляются по экспоненте. Мгм. Опять же, я очень люблю Adobe. Adobe очень много дал. Ну, стоки это, блин, благодаря Adobe вся моя деятельность связана с Adobe. Но я смотрю, что делает Adobe. Вот обновление, вот действительно обновление, которое мы заслужили. Смена якорной точки. Вот новый функционал Спасибо, спасибо. Adobe. Либо там смена цвета интерфейса у панелек. Вы это делаете, потому что действительно есть запрос пользователей. А тут скорее запрос инвесторов, чтобы ты выпускал новую версию каждый год. Чтобы деньги всегда платили. Ну, слушай, Подписка. люди же платят просто не за то, чтобы цвет интерфейса менять. А уже плевать. Вопрос на роста подписчиков, чтобы им всегда казалось, что происходит что-то новое, что всегда что-то... Не знаю, плевать, не плевать. Блин, вот если бы я каким-то образом попал бы в Adobe, я бы там все поменял бы. Многие вещи. Индусы его прогнал просто. Может быть, индус, потому что, блин, это замечательная программа. Более того, там до сих пор не делают того, что можно делать. Я имею в виду по части скриптов. Я так на это смотрю. Скрипты там начиная с 2012 года. CC6. Понятно, настройка есть в виде SEP. Сейчас SEP отменит будет. Какая-то другая настройка. Но сейчас, я так понимаю, с развитием UI это все, конечно, ускоряется. Больше людей в этом разбирается, больше гайдов появилось. Это вот опять возвращаясь к стокам, тогда были одни трудности, были одни доходы. Сейчас другие трудности, но при этом есть изобилие инструментов, изобилие гайдов, туторов, я уже об этом говорил. Просто от тебя только требуется, Ну, бери и делай. бери и делай. М. Бери и делай. Ты можешь просто, ну, реально за короткий срок влиться, если у тебя вот будет как бы цель, вот, или ты там, я не знаю, что-то все-таки как бы уже немного умеешь, ты можешь. Ты можешь. Вот, кстати, вот, что бы ты сам себе посоветовал бы, если бы ты прошлому себе мог бы дать совет? Тяжелый вопрос, на самом деле. Я об этом никогда не думал. Я думал, у меня есть ответ. Я бы сказал, учи выражение, учи программирование. Но ты уже программировал. Да, я и в детстве, на самом деле, начинал познавать PHP, например. Я помню, у меня был сайт, был такой сайт, который позволял другие сайты создавать, субдомены. Назывался он new.ru. И у меня тогда был сайт news.ru. А это было еще HTML, который не называлось HTML, это был название такое у него было, что-то типа вап-сайты, вот что это было, с мобильного телефона. И я тогда зарегистрировал свой первый сайт. И это было странное время интернета, когда были чаты, гостевые чаты. И я не понимал, как гостевой чат устроен. Мне было так интересно, как кто-то может нажать, и это сохранится, и будет написано. Я разбирал код в страничке, которая еще не HTML, а назывался как-то вообще по-дебильному как-то. Я не понимал, мне было так интересно. И только спустя годы я наконец-то такой, это PHP. Это система, которая позволяет обрабатывать запрос сервера. Это было уникально, на самом деле. А потом я завязал с программированием и вот графикой занялся. Ну, то есть, действительно, всегда был какой-то подобный путь. А если в прошлом можно сказать что-то, покупай биткоин, наверное. Ну, я, наверное, спрашивал в контексте After Effects и шаблонов. Да нет, все, наверное, пошло так, как пошло, и, в принципе, неплохо. То есть, не могу сказать, что прям надо что-то было менять. Ну, Было я но точно знаю, я вообще считаю, на мой взгляд, мне больно это признавать, мне не нравится это признавать, но я сожалею, мне кажется, будто я и шаблоны все эти годы делал неправильно. В том плане, что анимация, вообще любая анимация, будь то motion, будь то шаблон, я считаю, что она должна быть построена с программированием. Когда ты в одном месте поменял, а у тебя другие связанные параметры с этим,
тоже менялись. Ведь можно выстраивать такую анимацию с теми же выражениями, когда эту анимацию можно будет растянуть во времени, респонсив. Это вот там над роликами иногда там работал, да, по-моему, Бакарди делал, или ролик для Бакарди делал. И у нас там получалась работа с таймингами. Там даже со мной выходил на связь, там, кто заказывал ролик, дядя арт-директор. Вот, что ты так долго над правками работаешь? Типа, что не ты там, и все нормально, как бы. Там получалось как, по-моему, 6 или 5 минут было ролика, и все точно подбит. А мне говорят, а вот надо вот, чтобы вот здесь вот так вот было. И я, например, нахожусь там где-нибудь на первой минуте. Я сдвинул, так у меня весь бит поехал по всему ролику. И я начинаю эту анимацию переделать. Мне надо пробежаться по всему. Эта анимация, с одной стороны, готова, но мне ключи переделать. И вот мы по скайпу созвонились. Ну, давай, как бы делай. Он посидел минут 5, такой смотрел и понял, ну, продолжай. Все, вопросов больше не было. Ну, я понимаю, наверное, авторы все-таки, не авторы, а фрилансеры могут пропадать, юлить, врать Ну, как-то. типа, что, возможно, ты врешь, что тяжело. Да, да, Смотрел, да. реально херня какая-то все это дело. Ну, у него в голове, я понимаю, короче, теория очень часто отличается от практики. Да. Тебе кажется, ну что, ну сдвинь, что, почему? А потому что ты сдвигаешь, и все, что было настроено, оно тоже сдвинулось, все автоматом. Ты тоже, я не знаю, займусь я этим, не займусь. И я хотел попробовать делать шаблоны по-новому. Это вот пытаться все больше простроить на выражениях, чтобы было, Что момент есть у меня как раз. Ну, я понял твою мысль, чтобы все было настолько автоматизировано, чтобы ты двинул один этот, и вдруг все само пошло. Это вот как вот пример. Автоматические плашки под текст. Я Это понял. удивительная, просто офигительная вещь. Это просто то, что нужно. Вот я считаю, что титры на видеоболте — это самые лучшие титры, это вообще эталон того, какими должны быть текстовые шаблоны. Так как там у пользователя нет возможности двигать слои, там все так сделано, что текст, он будет масштабироваться. Ты вводишь текст, больше текста вводишь, он будет масштабироваться. Ну, типа уменьшится, Да, это растянет. сжимается. Плюс, если есть несколько текстов, вот ты вот этот текст вводишь, этот нижний текст, например, тоже зависим на этот опускается, этот тоже там не конкретно строка, а что-то, если подвязано, должно быть подвязано. Если есть шейпики какие-то, они должны быть к баундбоксу как бы привязаны, ну, какими-то способами. То есть даже если там у тебя пэт просто есть, Анимация на PS? там же можно null path привязать. То есть ты сделаешь нули, потом эти нули привяжешь в баундбокс текста. Все должно вот так вот быть подвязано. Я знаю, авторам это не очень нравится настраивать, но пользователи просто, я уверен, песни поют с такими титрами. Да, они могут даже не понимать, что для них настолько все вот. Вот, я это понимаю, и я просто, да, может быть, титры там не очень в контексте видеоболта заходят. Самые ходовые там логотипы, музыкальные визуализаторы, лирикс видео, но титры там просто песня. Вот если бы я качал титры с Hive, с Motion, с любого стока, я бы хотел, чтобы они были как на видеоболте. Ну, еще бы они. Все уже готово под тебя, просто пиши. Пишешь, да, а не так, как вот ты там скачал, у тебя там слово из 3-4 букв, тебе надо поменять размер композиции. Хорошо, если якорная точка там находится посередине, то тогда у тебя масштабнется все посередине. Но если она не посередине, тебе придется залазить, что-то менять. Если там есть ключи, ну, в общем, бум. Не для пользователя. Не для пользователя вообще, никакой не friendly experience, там, user, вот это как называется. Смотри, кстати, касаемо перейти полностью на выражение. Я помню, когда впервые увидел выражение, я такой, как вы совмещаете графику и вот этот код? Какой код, если ты занят графикой? Мне прям чуждо было воспринимать выражение, потому что я творческий человек, я творчеством занимаюсь. Как можно творчество совмещать с этим? И только спустя время, даже я видел баунс, творчество, как можно совмещать? Баунс нужно руками сделать. Даже когда я знал, что баунс есть, я первое время все равно делал его руками, потому что было так чуждо. А потом
я что-то начал больше всего делать и стал, ну, лень заниматься этой фигней. Я такой, надо применить. Применил и такой, блин, это так классно. Есть категория авторов, так называемые староверы. Не я это придумал. Я был удивлен, что такое как бы есть. Ну, я ничего против не имею, люди делают как хотят. Вот принципиально там не пользуются скриптами. Вот мне вот привычней вот так вот. Я хочу вот делать вот так вот. Вопрос оптимизации. Они как будто не хотят оптимизировать. Ну, это староверческое, это вопрос к оптимизации. Но это вопрос оптимизации. Да. Меня лично, когда есть возможность, пускай даже с некоторыми доработками, тоже мы возьмем в контексте АИТУ, и даже не АИТУ, мы возьмем, как раньше делались проекты в Premiere Pro, когда я не знал, что можно и за там что-то отчасти экспортнуть. Я брал и проект постепенно воссоздавал в Premiere Pro. И для того, чтобы создать тот же проект из After Effects, могли уходить дни, если не недели. Там, безусловно, это несложно. Там, несложно создать текстовый слой. Несложно добавить маску. Это все несложно. Но это микродействия, которые ты постоянно совершаешь. Зайти туда, раскрыть сюда, скопировать, вставить, потратить время и определить, куда что надо добавить. Все это растягивается на огромное. Если то же самое можно сделать там за несколько минут. Разве Это сверхоптимизация, по сути. это сверхоптимизация? И когда так есть даже все равно люди не хотят разбираться, либо они не понимают. Есть еще комментарий такой: я люблю все контролировать. Вот есть кейс у меня, есть пользователь Лейту, я люблю все контролировать, мне не нравится, как это работает, я этим пользоваться не буду. Что есть контролировать и оптимизация? Ну, вот там, например, функция у меня есть, которая сохраняет, ну, запускает автоматом медиаэнкодер, делает рендер и слой сразу заменяет. Ну, для того, чтобы слои правильно находить, правильно слои заменять, я использую id слоев. И, собственно, я не думаю, что есть какой-то там супер-пупер смысл в ассетах давать правильные имена, там, понимаем. Шаблон работы, человек купил шаблон. Я не думаю, там в самом АЕ слой переименуется, будет у него название как у слоя. Но внутри там, когда файлы даже идут, у них там просто цифры, айдишки. Вот, человеку не нравится. Вот, говорит, я хочу правильно задавать имена, мне так удобней. Это немного, знаешь, какой-то ОКР какой-то такой больше. Ну, типа, настолько детально. Я понимаю, в каких-то вещах бывает, прям хочется. У меня такое бывает, я иногда структуру папок каких-то пересоздаю на компьютере, в смысле, SFTU, и я прям каждое название реально вот какое-то. Но это не часто бывает, в смысле. Но бывает, оно прям захватывает, чтобы все было по полочкам. Вот, и вот что-то подобное. Я с этим вообще в целом как бы согласен. Перегибать нельзя с этим, просто вот не Ну, не знаю, я не могу назвать это, там, может быть, перегибом, но просто наверное, это просто разговор о том, что вот есть люди, вот им вот это вот важно, и они хотят вот делать как бы вот так. Пожалуйста, делайте. Это ваше время. Вы как руками вы можете создавать шаблоны, как руками вы можете там что угодно настраивать, и вот это все. Это как раньше такие разговоры были, и я смеялся. Ну, типа, души нет, в общем. Там вот как музыканты там и музыку сейчас пишут, у этой музыки нет души, или картинки там без души. Ну да. Есть много контента без души. Ребята, да, ребята там типа, вот ты вот маски вот скриптом нарезал, вот в твоем шаблоне теперь меньше души стало. Нет, вообще тема души или еще что-то, это как произведение. Вот 100 авторов, каждый нарисовал сам, потратил год, ты все равно выберешь парочку. В остальных ты нет души. Я думаю, когда мы говорим про какую-то душу, мне кажется, мы просто накидываем ценность тому, что мы создаем, либо кто-то создает. Я вот на тему нейросетей, я вот размышлял, у меня есть там споры с некоторыми людьми, или дискуссии, не знаю, как правильно назвать, горячие причем. Я вот для себя признал, что хоть мне и очень тяжело потерять там свой
бэкграунд, да, там опыт. Ну, безусловно, я, по сути, продаю свой опыт, Мгм. делаешь шаблоны. Тяжело признать, что просто ты будто обнуляешься. Ты летишь, знаешь, в целом я ощущаю, что я лечу в некую трубу, которая все засасывает. Там, как бы там ни говорили, и там он там не заменит, там бла-бла-бла-бла-бла-бла. Прекрасно он заменяет. Вот мне тоже скинул Роман пост. С начала года и компания, да, Я видел. 52 Да. тысячи разработчиков как бы сократила. И они будут это делать. И И дальше. это будет продолжаться это делать. Причем я понимаю, что... Так вот, опять чуть перепрыгнем. Тяжело это потерять. Я вот порой читаю людей: "Нет, и нас не заменит, там вот нет души". Ребята, во-первых, пользователи совершенно не смотрят ни на музыку, ни на то, что вы делаете. Глазами, как это смотрим мы. Мгм. У нас есть искажение восприятия. Вот опять же, я через это приходил, я говорил: во мне умер motion дизайнер. Мне пришлось его просто задушить, чтобы начать делать то, что мне не нравится, но потом начать в конечном итоге я от этого кайфовал, потому что я получаю результат, результата которого, мы с тобой говорили, ты ни на одной студии, да, ты просто денег не Да и заработаешь. результат на самом деле важнее. Так знаешь, что интересно? Ты можешь быть пипец специалистом, ты там супер 3D-хи, ты там что-то какой-то вот, ну реально уникальный. Там, я не знаю, титры для Марвела делать. Но тебе там не заплатят столько, если ты делал ПП-пресеты. Понимаешь, это парадоксальная какая-то вот, ну, ситуация. Это как, я, помню, тебе рассказывал как-то, не знаю, как этого актера зовут. В общем, он миллиардер, он снимает фильмы трэшовые американские, класса, которые вот просто там на DVD, М. на DVD выходят. Но у него, сколько он заработал, Шаблоны там. ни один голливудский актер столько не заработал, как он. Причем он сам снимает и сам снимается в этих фильмах. Ну, типа там переодевается в бабку, в женщину. Немного Курицын, только Курицын, ну, помнишь, Александр Невский, вот сам снимается, да, только здесь успешный реально человек. И он, то есть он вот этот контент делает, он его может клепать, он его и клепает, и он как бы офигительно как бы зарабатывает. Тут уточню и добавлю даже момент. Это как переход от того, что ты в определенной сфере находишься, и ты тут чувствуешь себя как будто бы присоединенным к этой сфере. Ты становишься частью этой сферы. Это как учащийся, ты становишься частью учебного процесса и прочего. Короче, и рефлексия. Короче, мысль в том, что когда ты становишься моушн-дизайнером, если так можно сказать, кто ты, каким образом ты вообще стал? Ты пару проектов там создал на фрилансе, там, не знаю, после 10-го проекта ты такой: "Я моушн-дизайнер". Выходишь на улицу, не знаю, взял кофеек и такой ходишь: "Я моушн-дизайнер, я моушн-дизайнер". И, короче, кем бы ты ни был, я программист или еще что-то, это вообще не важно. Ты причисляешься к этим людям и становишься частью даже восприятия этих людей, что вот этих людей так, они работают так. Не знаю, какой-нибудь программист, хипстер, он ходит в кофейню вот эту, берет кофе, у него MacBook, он ходит в барбершоп. Короче, определенный образ, так сказать, собирается. И ты ему реально можешь начать следовать. Ты как бы становишься частью. И важный момент понять, что ты на самом деле хочешь. Ты хочешь быть в этом образе, даже если у тебя денег там достаточно, ты пока по этому поводу не волнуешься. Либо ты хочешь перейти и стать выше. Момент, у меня тоже был такой переход, где я такой: "Я моушн дизайнер". Это круто, стильно, молодежно, одним словом. А потом ты такой: "Я хочу, наверное, чего-то немного большего". И тут ты становишься не моушн дизайнером, тебе нужно сильно перебороть себя, а я хочу стать бизнесменом. И ты такой сначала: бизнесмен и моушн дизайнер — это вообще как клеится, это разные вещи, совершенно разные. И ты постепенно растешь, растешь и такой перебарываешь, короче, себя, и ты себя переборол, и такой: "А теперь я бизнесмен, в принципе". И это лучшая точка, при этом ты не бизнесмен, в смысле миллионер там уже и так далее, но это лучшая точка, от чего ты можешь отталкиваться дальше. Ты можешь заняться дальше программированием или еще что-то, но ты останешься в восприятии собственным бизнесменом. Ты когда программируешь, ты не причисляешь себя полноценно к программистам. Ты такой: "Я просто создаю стартап, чтобы заработать деньги". Я как бизнесмен подходишь к этой задаче, а не как: "Я круто в сообществе программистов, я молодец". Вот, типа, момент этого перехода. Я причем вот
ты, наверное, хорошо описал. Я на создание шаблонов смотрю вот прям вот как на бизнес. Да, это Вот прям лучший вариант. это мой бизнес, я профессионально делаю шаблоны, Мгм. все. Мне нет, все равно есть некоторые вещи, я болею за них. Я хочу, чтобы шаблон был удобным. Ну, хорошо, это тоже можно назвать бизнес-процессом, в Да, котором ты да, лучше делай. это бизнес-процессы. Тут Ты можешь свое я хочу, наверное, добавить, что, делая свой продукт, я хочу, чтобы он был качественным. При этом я не готов чрезмерно вкладываться в качество, так, чтобы продукт соответствовал своей, скажем так, цене. Мгм. Я считаю, как угодно, кто угодно может как считать, что я вот для себя вот нашел вот этот вот баланс, знаешь, не тратить месяц или несколько месяцев на шаблон. Мгм. Я могу шаблон состряпать за день, ну, пускай за 3 дня как бы состряпать. Мгм. При этом эти же шаблоны принимают на сток? Принимают. Это вот тоже у меня как мышление поменялось. Там вот эти говнодизайнеры, да, что-то делают, а потом, когда сам денежку заработал, смотришь, как другие люди зарабатывают. Я радуюсь. У людей принимают, они работают, ну, экономически. Они могут поддержать свою семью, они могут помочь там своим родителям. Они в конечном итоге заняты делом. И кто я такой, чтобы там вот это вот говно приняли, вот это вот не говно. Это вот действительно тоже момент перестройки восприятия. То есть это для меня это очень большой, знаешь, процесс. Я бы это назвал смирением. Я бы не назвал это смирением, но у меня нет слова пока. Я бы это назвал Вот. смирением, потому что вот это вот ну, как это назвать? Это дизайнерская, знаешь, какая-то гордость вот такая. Вот я вот такой вот молодец, недооцененный. Посмотрите, какие я тут вот шаблоны делаю. Они вот что это вот тут вот такое. Есть слово, по-моему, чванство или еще что-то, когда вот ты такой, «Ага, я Ну, это гордость как бы. Ну, в принципе, да. И, Да. и это все поломало, я смотрю, делают, опять же, там, знаешь, начинается, ну, я вижу такое, там, дизайнер, вот они там состряпали на коленке, те какое дело, как состряпали. Главное, что Потом продается или еще что-то. у нас у всех разный опыт. Вот пришел новый автор, он может делать как автор, который там 10 лет работает? Или вот сейчас Биплу придет в голову прийти там, делать шаблоны и начать? Ну, я думаю, покажет как бы уровень на стоке. Многие из нас могут сделать как Бипл, немногие. Как немногие делают шаблоны уровня Ник Смоучин. Мне, кстати, пипец как. Никита, расскажи, пожалуйста, сколько денег ты зарабатываешь на шаблонах, на таких? Меня пипец как гложет момент того, раньше на Хаве еще можно было сравнивать, и я сравнивал вот свои бабочки, которые я так называл свои шаблоны, недолго живут. Ну, понятно, Клеон, там, Модерн, Корпорейт. И смотрел авторов, которых я смотрю, ну, блин, ну там градиентики, работа с частицами. Вот хотелось бы мне вот такое вот делать, но я смотрю на свои продажи и на его продажи. И я понимаю, что у меня продаж в 2 раза больше. То есть Это у него там 2000 условно, у меня 4000. И тут такой, знаешь, внутреннее какое-то вот такое вот непонимание. Ну, я объективно понимаю, если я как дизайнер смотрю, да, вот он делает в разы лучше, чем я. Ну, объективно я могу оценить. Я вообще поверхностный такой как бы дизайнер, я вообще не дизайнер как бы, если уж на то пошло. Есть вот кто, кто вот дизайнер, его вот прям видно, что вот он дизайнер, шарит. как у него Хотят. как у него цвета сочетаются, как шрифты с друг другом дружат. Даже сама склейка анимации, вот эти монтажные приемы, ты видишь, вот человек вот с этим работает. А не так там сверху, снизу, слева как прилетело. Но у меня ставка как бы стояла, я их могу просто регулярно, как на конвейере делать. При этом дизайн разный. Дизайн разный, но общая конструкция, она именно конвейерная была. Справа, снизу, слева, сверху. Там долго я игрался с кругляшками, квадратиками, но потом просто идеи закончились, фигуры тоже. Ну, Я ты, понимаю. ты начинаешь сам себя как бы копировать, поэтому к каким-то новым вещам приходится. Программирование — это самое лучшее. Что пришел? Мысль, дай докину. Касаемо, как мы смотрим на других дизайнеров или еще что-то.
мы как раз-то и не являемся целевой аудиторией. Мы как просто вот внутри сообщества находимся. Целевой аудиторией является клиент, а клиент не разбирается в игре. Вот, Момент. Да. вот. Даже если он разбирается или не разбирается, у него критерий простой. Мне нравится или не нравится. У нас, в принципе, точно так же работает, но у нас еще есть фильтры. Там вот, а здесь вот пару пикселей, а здесь вот так. Ну, вот это вот Ну, опыт, это как раз третий, на любой сфере опыт. не третий, и пользователь голосует, и я видел, что он вот может голосовать не так за то, что я бы голосовал бы. То есть я бы вот выбирал бы вот этих вот дизайнеров, а не себя, например. Но при этом смотрю, у меня продажи лучше. А ответа как бы нет. Почему? Поэтому мне вот интересно знать, что Никита может месяцы потратить на шаблон. И мне интересно, это вообще того стоит? Но он у себя, по крайней мере, в группе писал о том, что он это делает для того, чтобы не заржаветь. Если стоки, собственно, будут хреновенько, Чтобы качество он будет было. востребован Да. как фрилансер. Это очень грамотная Стратегия, по сути. позиция, да. Я, конечно, желаю всем, чтобы бабла залутали, и если стойки накроются, не надо было работать фрилансером. Хотя я вот, когда вся движуха началась, я в целом не хочу вообще возвращаться к фрилансу. Вообще никогда. Прям вот этого избежать. Но если, когда санкции вот это все начались, я рассматривал один из вариантов того, что буду делать. Я буду продолжать делать шаблоны и продавать шаблоны просто. Ты знаешь, момент, помнишь, когда сухие законы были, еще что-то, я все равно продолжу это делать. Безусловно, у Никиты еще фишки в том, что он делает. Он залетал на Motion Array и забирал призы. Я уж не знаю, там какие они, я не слежу за конкурсами, но если тебе там прилетело сразу с шаблоном, не знаю, 500 тысяч условных единиц, в принципе, наверное, может быть, стоит, если это еще в дальнейшем хорошо продается. Ну, опять же, у каждого свои стратегии делают и делают. Ну, у Никиты вот, ну, студийного как бы качества шаблона. Ну вот, не знаю, так ли они легко ли настраиваются в конечном итоге пользователями. Пользователя еще может отпугнуть вот эта вот вся анимация и качество, да, потому что он посмотрит, мне тяжело с этим работать. Надо у Никиты спросить. Надо, ждем, Никит, пиши. По сути, у нас канва, структура подкаста была, это старт, приход в motion дизайн, забавные вещи про гусицуление motion дизайнеров. Дальше мы перешли к стокам, их развитию, как туда попали и так далее. Потом мы постепенно перешли в понимание немного, короче, в другую сферу, типа программирования и обсуждения относительно этого момента. И вот мы подошли к теме некого профессионализма и стоит ли быть в сфере именно настолько глубоко и ощущать себя частью этой сферы, по сути. Ну, пример. В чем-то шарить, это, безусловно, это хорошо. Да. И получать удовольствие от того, что ты делаешь, это хорошо. Я ни в коем случае не говорю, не делайте качественные шаблоны. Делайте, если это окупает там ваше время. Я вот просто для себя пришел, что я не могу тратить большое время на шаблоны, если такой подход не может прокормить мою семью, скажем так. Я готов туда делать ширпотреб. Ну, какая разница, собственно. Главная цель-то определенная. Опять же, называя это ширпотребом, Ты все равно про какое-то качество. я, наверное, это говорю со стороны вот как вот, ну, дизайнерской, да, там, понятно, и эти шаблоны там не... Там я их где-то покажу, лайки мне другие дизайнеры не репостнут, типа, посмотрите, как он сделал. Ну, гляньте, гляньте, гляньте. Нет, это пройдет мимо. Но то, что это может меня как бы прокормить, А в этом-то и суть. Лайки, Behance красивый и так далее ничего не даст. Кроме «я важный, я молодец». То есть это все на это. Не конвертируется это в хлеб, как минимум, чтобы ну, кушать. блин, слушай, в определенном смысле конвертируется, потому что это может привести тебе клиентов. Если ты вот прям вот Может, конечно. фрилансер, Мгм. я вот сейчас вижу там вот, ну, некоторые знакомые
фрилансеры, скажем так, они вот хотят вот зайти на стоки, но вот то Motion Array что-то подложит, все им кажется, что-то где-то как бы загибается. С одной стороны загибается, с другой стороны не загибается. Потому что если ты потратишь должное время, и, например, у тебя станет доход стабильный, пассивный, пускай 500 тысяч баксов, ты даже от фриланса будешь уже зависеть меньше, Мгм. чем пока у тебя нет этого дохода. Ну, Пускай даже это 100 баксов, пускай это 200 баксов, ты себя будешь чувствовать гораздо лучше. Ну, гораздо, ну, пипец как. Это несравнимые свобода, которая дает тебе сток. Мгм. Поэтому я фриланс, нет, никогда я не хочу. Просто это я всеми, вот пока стоки есть, я всеми силами буду стараться за них как бы цепляться. Понятно, с одной стороны, я уже отошел, я больше программирую, мне нравится. Но тем не менее, меня не отпускает мысль, надо еще паковать. Надо еще, Ну, пока время есть, и еще пока время еще есть, да. Вот. И я вот думаю, что ты меня в этом моменте поймешь, как программист. Там у нас разговоры как бы начинаются, ну, там, про ИИ, что вот ИИ не сможет делать там шаблоны, не сможет анимацию, ни хрена они не понимают. И все в этом духе. И я еще понял момент в том, что люди, которые об этом говорят, что ИИ не может то, не может то, это происходит из-за того, что они находятся в пузыре коммерческого ИИ. Вот это дает тебе вот эту вот возможность Мгм. ИИ. Ну, м, вот он не может там то. Это не значит, что где-то там в закромах у кого-то есть Кто-то уже ИИ, не прием. который это уже делает, и это все у него прекрасно работает. И вот я же собрался и как бы заняться. И причем меня, я даже пост об этом писал, меня в некий трепет и страх бросает определенным образом. Почему? Потому что это настолько на поверхности лежит. Я осознал, что все, что у нас в принципе есть на компьютере, это информация. И мы, пускай люди, можем не видеть некоторые связи между вот этой информацией, там, байт 64, да, что-то закодировано, или вот изображение мы видео пишем. Мгм. Но машина, вот как ее научили рисовать, как ее научили еще что-то, она эти закономерности видит. Вот картинку она рисует, там примерно алгоритм работает так, что она видит закономерности в пикселях. Да, поэтому она и умеет их рисовать. Да, Отдельный оттенок каждого. она не знает, что она конкретно делает, но так как она обучена на большом массиве данных, Закономерность. она знает примерно, что должно идти там. Теория вероятности. Я когда недавно об этом прочитал, я думаю, блин, офигеть просто. Это же, с одной стороны, так просто, хотя я вообще школьную программу как бы не помню. Там вообще была теория вероятности? Мне кажется, нет. Там это слишком уж это- Наверное, где-то там. Ну, теория вероятности это простая, по сути, идея. Вот, ну, если так понять, это простая идея. Это вероятность случится это или не случится. По сути, это 1, 0, 1, Мгм. 0. Да. Примерно так это все в таблице переводится, просто не все данные можно в это перевести. Но При этом из этих 1-0 есть цепочка относительно текущей вероятности. да, Да, и она уже конкретная по факту. и вот, я смотрю на шаблоны, и я понимаю, у нас же просто все описано. Весь After Effects шаблон, он написан, его можно выгнать каждый ключ. Есть скрипты даже, которые пересоздают сначала Э, JSON и Значение ключа. Я сейчас вот уже парсер как бы сделал. Причем, как мне нравится этот парсер, ну как придется мне туда руками лезть. Почему он мне нравится? Он построен таким образом, что он сам все значения перебирает и просто на глушняк все выводит. вот вообще ты к тому, что какие-то части желательно оптимизировать, чтобы он не выводил А то, он, что он... а он вот как раз-таки из-за того, что выводит все, он там столько параметров выводит, Ну, как которых я в After Effects даже никогда не видел. Но я понял, очень много что-то туда вшито, Ага. но то, что вообще, в принципе, не используется. Оно есть Legacy, вот, наверное, видимо. Мгм. Вот этот, у меня получались JSON по 100 мегабайт. То есть данных как бы вводил. Мне, короче, не очень нравится колупаться. Я считаю, хороший код, где вот он написан таким языком, он сам все как бы нашел, сам все вывел, все надо. Но здесь вот, например, я вывожу данные, да,
При этом я понимаю, что есть вот ошибки того же IP. Вот есть там параметр из модифи. Мгм. Параметр был изменен или не был изменен. Так дофига параметров, которые не были изменены, но слой создался, и он его будет видеть как созданный. Вот, например, позиция. Она может быть просто позиция, а может быть separated position. И вот парсер мой, который читает, он выведет тебе и позицию обычную, и выведет по X, и по Y, и по Z. Они же не используются. Мгм. А я не могу никак чекнуть, модифи Используется, ну да. или не модифи. И вот он вот это вот начинает глушником просто все подряд выводить. И я понимаю, блин, ну придется переписывать, придется вручную, Вручную не стоит. мне придется это сделать. Скорее лучше будет найти закономерности, которые... Я найду, Вот. все равно, понимаешь, мне придется лезть и писать if else. Вот о чем я скорее говорю. Мне придется залезть и делать if else. И я считаю, что даже залезть, это не только if else, это может быть, во-первых, кейсы, во-вторых, рекурсивная функция, которая и, возможно, даже несколько рекурсивных функций внутри рекурсивных функций. Так вот, рекурсивным у меня все и выводило под Это 100 я понимаю. мегабайт. Но мне не надо, мне надо кучу всего отсеять. А ты никак не сделаешь проверку на то. Вот только вопрос проверки. Вот, видишь? Но алгоритм в теории можно придумать, который одну проверку делает, типа циклом. Вот происходит событие, дальше событие, перепроверка. Если это не совпадает, то Ладно. Короче, if else придется туда руками Ладно. лезть. Вот, давай, а что я как такой, знаешь, типа робот тыкнул в него. О, он сам умеет говорить, тыкнул. Ладно, не Перебил. суть. И я понимаю, все это вывел. Мгм. Машинки это скормить. Она посмотрит. Причем я даже не буду скрывать. Я буду покупать подписки, качать шаблоны авторов, парсить их и учить на шаблонах авторов. Да я думаю, моушнары уже это делают. Я тоже, кстати, думаю, хотя я им писал вопрос, они сказали, нет, мы это не делаем. Так у них изменилась политика, а все, что не описано, по-моему, ты и говорил, возможно. Возможно. Политика изменена, а так как политика изменена, там просто нет этих слов, но могут, значит, быть. Все, это оно и есть. Да я, Не ударили писать слово. учитывая то, как они к авторам относятся, как бы я думаю, все они прекрасно это как бы делают. Они, возможно, передают не сами, а продают. Продают этот момент. Может быть, они не смотрят в эту сторону. Все-таки это тоже шаблоны, достаточно узкая как бы тема. Но я понимаю, что все выявить можно, обучить тоже можно будет. Ну да, хорошо. Нет души. Ну, пускай у меня нет души. Так Я, у тебя и- было. я в итоге буду видеть, там, пускай у меня создалась структура, у меня создались прекомпозы, Мгм. но мне просто заполнить это данными. Шейпы рисовать надо будет научиться. Если, опять же, есть, я понял, блин, да пипец же. Вот даже векторные фигуры, они описаны точками. Мгм. Спокойно научиться. Это самое простое, наверное, что может. Да, Там реально вот SVG открываешь, АИ любой, ну, иллюстраторный. Там вот ты сам можешь посмотреть и такой, я понял, как это выглядит. единственное, в чем проблема там датасетов, да, происходящее, все-таки лучше на более тонкие настройки настраивать. Там вот, например, звездочка, да, если бы shape была, как скармливается. У тебя он типа того, либо таблица, пишешь звездочка и данные точек. Слушай, кстати, касаемо JSON. И по шаблону как будет потом? Я сначала буду учить на своих, как вот скидываю промпт, теги, пример, JSON, шаблона. С ключами, с композициями, структурой вложенности. У меня мысль. Что если обойти JSON? Сразу создавать TNZ или SapeTensor модели. То есть обойти момент конвертации в JSON. Сам момент весов будет взаимосвязан напрямую с шаблонах и в процессе обучения. Я пока так не шарю. Ладно, просто идейка появилась. Не факт, что ее можно реализовать, я просто подумал, что JSON в теории, этот момент, это костыль по факту, ну или транзитная точка между шаблоном и обучением нейронки. В теории его можно закрыть, он не так важен. Можно и через него, да, типа, вот Не, а есть. как я данные буду кормить? В том-то и дело, что данные просто не будут проходить JSON, они сразу будут сохраняться в SapeTensor модель, ну, не обязательно SapeTensor, изначально в модель
которая уже настраивает весы. Весы будут перестраиваться с каждым новым шаблоном. Ладно, не, я так не шарю. Но это же векторная модель в четырехмерном восприятии. Ну, я только начинаю, ты слова, которые говоришь, ну, TensorFlow я знаю, это что-то там вот, я там курс начал проходить. Кстати, бесплатные курсы есть, и я прям удивился. Сайт называется, блин, я не помню, на С как-то, не Skillbox. И я прям удивился. Куча курсов. Курсы есть по дешевке, там, 1000, 1500. Есть бесплатные курсы. Причем можно, вот я сейчас курс начал проходить, курс там какого-то МГТ Food, что-то вот такое. Короче, какой-то вот Вуз прям. крупный вуз, да, по нейронкам, пожалуйста. Я прям удивился, я думаю, ё-моё, ну как классно, оказывается. Вот, есть, а то я собирался уже Яндекс очередной как бы курс проходить по нейронкам, а там курсы стоят по 200к, ну, больше сотки. А то думаю, нет, я сейчас лучше бесплатное посмотрю, посмотрим, что будет получаться, какие данные, и, может быть, если что, пойду туда. Еще что я узнал, благодаря, кстати, вот этим курсам, которые прохожу. Оказывается, у Гугла есть сервис Гула, что ли, какой-то. Можно просто тупо бесплатно. Вот у тебя слабый комп, слабая видеокарта. Можно удаленно через этот Гуланг установить локальные нейронки, даже видосы генерировать. Ну, там лимиты будут, но в целом для тестов любых, да. Вот, то, что это можно, меня это вообще поразило. Я тут, значит, комп собрал как бы для того, чтобы нейронками заниматься. Оказывается, можно было вот так вот делать. И, может быть, для начала стоило и вот так вот начать, пробовать это все через удаленные вещи Ну делать. да. Там мощные GPU-шки стоят для скорости. Ну вот, и идея с нейронками, это вот идея фикс, что сейчас я вот сделаю. А вот та самая идея фикс. Вот То вот это. щас вот, Я думал, это больше изначально как хобби, что ли, воспринималось. ну, это и хобби, с одной стороны, мне это интересно, Мгм. с другой стороны, это как идея, ну, бабла заработать. Нет, это понятно, оно всегда должно быть. Чем бы ты ни занимался, всегда можно перевести в русло, ну, как сказать, можно для души сказать что-то типа творчество, ну, в смысле, знаешь, типа показать миру, что ты создал, но по факту перевести в деньги, а деньги конвертировать уже во что угодно. Любая деятельность, чем ты занимаешься. Музыку пишешь, я не знаю, рэп И читай. я очень хочу перестать работать до пенсии. Это вот моя глобальная цель. Не знаю, каким-то образом заработать такое количество денег. Это, я понимаю, минимум, наверное, $500 000. Наверное, да, примерно. Вот. Желательно в больше. Желательно больше, да. Ну, в инвестиции кинуть хотя бы в долгосрочный какой-нибудь портфель Да, в стабильных ну, акциях. мне до этого очень как бы далеко, но у меня вот такая вот теплится как бы надежда, что что-то вот такое сделаю, и мне это за короткий срок вот позволит вот этим заниматься. При этом я себе тоже отдаю отчет, вернись просто и делай шаблоны. Лупи, 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 не останавливайся, это тоже даст очень хороший результат. Не такой, как раньше, но он даст. Это не безнадежно, шаблоны до сих пор продаются. Мгм. Они до сих пор приносят деньги. И до сих пор там возможен рост. Не такой, как раньше, но это и есть. И опять, как мы говорим, лучше синица в руке, чем журавль в небе, потому что я могу... Короче, тоже это важно. Не надо гоняться за деньгами. А я вот чувствую, что у меня вот это, вот, знаешь, золотая лихорадка. Да, вот, а это вот... Чувствую запах. Да, вот знаешь, а это сделал, ну, это удивительные как бы возможности дает для авторов. Хотя при этом я только вот в моменте, в конце 24 года как бы этим попользовался, хотя сам я часто программированием пользуюсь. То есть я что-то делаю, оп, попрограммировал, мне нравится, я кайфую. Да, также я говорю, я не буду больше этим заниматься. А сам сижу, тут пообновил, тут пообновлял. И это никто не знает, это под капотом где-то происходит, но расширение там стало стабильнее, лучше там стало, на какие-то другие рельсы переехал. Я вот, например, добавил фишку, у меня расширение периодически, как сказать, черным становилось, и пока резет его, короче, не сделаешь, ну, такое бывает, оно не будет. Но когда резет делаешь, все настройки, которые пользовательские были, ну, в локал этому хранилище находились в браузерском,
Все, они терялись. А почему не в JSON отдельно для них хранящимся? Так вот, Ты... Все, к понял. к этому я как раз таки и пришел, что теперь у нас есть документик, где все настройки теперь сохранены. Не все пока что. Ну, часть я сделал, потом мне надоело, как бы делами своими занимаюсь. Но какую-то часть я перенес, и основные вещи, которые были важными, они теперь там сохраняются. Даже ты будешь прыгать между версиями АЕ. Это вот как раз в этом нюанс главный, что есть и в локале ты не сможешь перепрыгнуть там, скорее всего, Да, другой браузер да. с очищенным. А здесь уже между версиями работаешь, это все подтягивается. То есть никто об этом как бы не знает, я нигде не афиширую, но все равно я работаю там над стабильностью, либо еще какая-то фишка. Конечно, плюс, я считаю, вообще благословением для ЕТУ, когда я работаю. Потому что когда я работаю, я начинаю сам пользоваться АЕТУ. И если что-то где-то не работает, я начинаю это дорабатывать. То есть тут такое. Был тоже момент такой, использовал Atom в процессе ролика одного делал, ну, для себя в смысле. И я такой, неудобно, господи, как это... И, знаешь, сразу идеи начали появляться, то. Ну, я быстро, благо, закончил их, не стал еще раз. Но я такой, можно вот это, вот это, вот это. Столько моментов, а я до этого не пользовался. Сказал, что все нормально. А тут попользовался такой, не, есть что прям вот улучшать, сильно улучшать. Я устал. Я устал. Думаю, долго болтаю. Ну и еще в целом грозит именно по поводу шаблонов. Мне не кажется, что кто-то будет разрабатывать стиль, чтобы именно вот шаблоны делать. Только вот локальная какая-то история это может быть. Потому что бизнесу это не шибко будет интересно. Нахрена делать шаблоны, если можно сразу видосы генерировать? Я вот этого не могу понять. Мне тоже в том числе это просто интересно самому себе сделать. Это как вот расширение я делал, а эту. Мне было интересно это делать самому себе. Потом, когда это стало какой-то частью от коммерции, я от этого пипец как устал. Я выгорел. Я сайту сгорел. Вот мы, наверное, пришли к тому тяжелой ноши программиста сгореть. Хотел сегодня скинуть мем, но не скинул. Расскажу сейчас о том, что если ты пишешь код там с ошибками, это ты джун. Если ты пишешь код и знаешь, как исправить эти ошибки, то ты middle. Если ты жалеешь о выбранном пути и мечтаешь о домике возле озера, то ты сеньор. Я сеньор. Кстати, реально, я сайту, тому сколько времени я тратил как бы на разработку, сутки напролет сидел, я реально могу теперь писать код. Я прям себя сеньором, ну реально ощущаю. То, что нет, наверное, каких-то задач, которые я бы там не сделал, ну, кроме тех, которые выходят очень сильно за рамки чего-то. Хотя есть некоторые фишки там, например, минерация текстовых слоев в Premiere Pro. Нет никакого IP, нет никакого прямого способа это делать, но изобретенный велосипед позволяет перенести текст из AE в Premiere Pro. Ну, нигде такого не найдешь, тебе скажут, что это невозможно. Возможно. Ну, через огромное количество методов пробы и как бы ошибок был изобретен, скажем так, механизм, который позволяет это делать. И вот сейчас только начинается эра, как по мне, After Effects и всяких скриптов, всяких интересных вещей. Но главная проблема этой эры в том, что там используется древний Extended Script. Мне, кстати, даже Adobe чем-то жаль. А на них переходит на UPX. Это тот же самый будет Extended Script, да, очередная настройка, это очередной косты. Так жаль почему-то. Мне жаль их, то, что они сделали удивительную вещь по функциональности, но мы не пользуемся ей так, как задумано ими. Ты дай пример. Ну вот, программирование внутри After Effects, выражение внутри After Effects. Понимаешь? Большинство людей, большинство авторов шаблонов, скажем так, все их программирование заключается в том, чтобы создать цветовой контроль. Да, то есть. Ладно, благо есть там скрипты, которые позволяют там башку как бы сделать, которые будут растягиваться, подстраиваться, но ведь возможностей гораздо больше. А если, ну, АЕ хорошо сделан по касаемо скриптов и многих параметров. Причем
Вот это у меня прям самая такая большая благодарность. На мой взгляд, в Adobe самая лучшая API именно в After Effects. Потому что я и под Photoshop... Photoshop просто такая лютейшая дичь. Это такой просто говно, вот просто месиво, потому что там столько намешано. И ActionScript, и еще какие-то там непонятные, короче, какой-то там просто самое ужасное, с чем я сталкивался. Я Photoshop ненавижу. Я думал, Premiere Pro. Ну, вот раз выиграл, я это снимаю. Premiere Pro тоже не самое лучшее, но там все равно какая-то логика типа, присутствует, да. Это непривычно после After Effects, но тем не менее там оно есть. Плюс есть вот эта вот лазейка в виде инженеровского кроличьей норы, так называемые. Да, а в фотошопе вот ты нашел там вот этот тайный метод скриптовый. Следующая версия фотошопа вышла. Вот у меня прям недавно кейс был. С версии 25 шейпы теперь как-то по-другому делается в фотошопе. Больше не работает. И там это очень часто вот такое может быть. И это вот больше не понятно. Это постоянно. Что вы там делаете постоянно? Почему у вас так программа меняется? И для чего вообще вы это делаете? Я понимаю, что иногда... Костыль, скорее всего, костылек. Ну, иногда я понимаю там, что я сам не люблю там переименование, либо IP, что-то менять. Я понимаю, как бы последствия идут. Но когда я иду, я понимаю, зачем я это делаю. Там, мы сейчас вот от этого избавимся, это начнет работать по-другому, но это лучше, потому что это дает больше маневров. Опять же, там вот как появилась система подписок. В конечном итоге для Motion Array это стало благом. Как Эри Стайлером говорили, ребята, поверьте нам, все будет зашибись. Так оно и случилось. Все поднялись. Все как бы поднялись. Но здесь зачем-то меняют, непонятно зачем меняют. Мне пипец как мне не нравились. Все, у меня уже голова. У иллюстратора достаточно неплохо, как бы. А, кстати, я видел вот этот, как он работает. Он мне на форуме Adobe кто-то показывал, ну, типа, что у него что-то не работает. Я посмотрел на фото такой, нормально любит. Не так плохо. Мне что не нравится, вот это вот какой-то, во-первых, вот ты смотришь каждую программу, в каждой из программ Photoshop, After Effects, Illustrator, везде есть Blending Mode. Но вот IP во всех программах как бы разных. Хотя там одна. Например, обводка там есть в Photoshop, в Illustrator, в After Effects. Они примерно плюс-минус работают. У меня, знаешь, вот есть некое вот такое вот сожаление. Ребята, вот такую конфетку, эту экосистему могли построить. Причем я вижу, у них были попытки это реализовать. Единый типа Что там из Illustrator можно там это как бы скопировать, там ставить как маски, например, на слой. Из фотошопа что-то можно вот так вот. У них еще линкер был написан, который взаимосвязь, можно отправить данные. Extended, что-то там. Помнишь, в скриптах есть, когда пишешь app, там можно создать типа объект, который позволяет обратиться к другому Adobe приложению, а там поймать этот ответ. Не шибко я помню. Ну, скриптах, скорее всего, я это не использовал даже. Да, но у них это был, у них вообще дофига всяких разных настроек, много костылей. Это тот же все почему от него избавляются, потому что это кривая система вот этого общения с друг другом по Extended и JavaScript. ну, прослойка бессмысленная. Логично все равно творится. И когда я смотрю, и, ребят, у вас все могло быть настолько с друг другом синхронизировано, так могло все друг друга перетекать, это могло быть настолько как бы классным. Я вот где-то коммент видел, что когда-то она фигма сменяет. Ну что типа, нахрена она нужна, если есть Photoshop? А сейчас фигма это стандарт. И это офигенность тогда. Я, правда, если помню, ее возможности. А там я прототипирую что-то по дизайну сразу. Просто. Ну, она скорее для презентации и согласования с заказчиком больше, если честно. Ну, как вот так вот анимацию. И тут такой, попроще ли так? Там есть адаптивные плашки под текст. Неожиданно. Понял. Там есть
элементы флекса в дизайне. Ты можешь прям responsive дизайн создавать. Но это, по сути, все в одном. Для сайтов можно, для графических шаблонов, Да, и так далее. понимаешь, Photoshop после этого отсталым просто выглядит. То есть можно связать объекты там с друг другом, которые взаимодействуют. Вот я смотрел, там вот дизайн какой-то делали, вот его растянутый вертикальный, и хоп, там флекс. Ну, типа флекс, да, и зайка по-другому это написать. Все, он сворачивает, у него хоп, он в колоночке как бы выстроился, перестроился, размеры как бы поменялись. Без программирования. Там просто он что-то выбирает. Офигеть же круто. Да, в целом, да. Просто вот даже плашка, которая может поменяться под размер текста, это просто, ну, фантастика. Битву. Я согласен, но ни разу не использовал, если честно. И это как-то нужны даже не было, знаешь. Я сам, в принципе, не делаю как бы шаблона в Photoshop либо еще где-то. Ну, вот супруга у меня делала дизайнчик. Она вот отрисует, я потом экспортну в AE. Сам я когда делал шаблон вот эти корпорейты, я прям сразу рисую, чуть получается, пойдет. Хотя я понимаю, это не самый лучший подход, потому что быстрее что-то поменять будет все-таки в программе для дизайна. Ну да, логично. Вопрос тоже скорости, а не каких-то моментов. Можем обратиться до них. Я не хочу к зрителям обращаться. Что за неуважение? Это нужно оставить и... Эй, чё, я вообще не уважаю. Да нет, не в том дело, что отчасти этот подкаст как бы делался через силу. Многие начинания первые делают через силу. Так что ты что, к чему ты? Ну, Это нормально. я себя в целом, не знаю, сболтнул, наверное, лишнего, типа, Ну, вот обрежешь. интересно, нет, сболтнул лишнего, когда в чате там все написал, что, типа, вот, попробую сделать, как бы, подкасты. Ну, И Пробуешь сейчас? пробую, да, даже что-то смонтирую, если даже что-то там, может, валюта деятельности в данном случае это лайки, как бы подписки, может, куда-то и зайдет, хотя при этом, опять же, я сам смотрю на это как локальную историю, и Не, ну на YouTube, в принципе, можно залить, если так. ну, на YouTube это и будет залито, просто... В процессе подкаста рассуждаешь. Нахер нужен? Слушай, по-моему, как я приехал, я прям сразу начал как бы об этом говорить, наверное, это надо. Антимотивированность какая-то. Да нет, это не антимотивирует. Я, наверное, ко всему, в принципе, отношусь с очень огромной долей скепсиса. Если стрельнет, ну, здорово, может, стрельнет, может, я что-то и как бы предприму. Ну, опять же, вот мы тут записываем, у нас тут несколько камер, несколько там, это все потратит мое время, которое я мог бы потратить на что-то более, возможно, интересное для меня, которое принесло больше бы пользы мне и моей семье. С одной стороны, это смена деятельности, я прям не говорю, что ой, как ужасно, что вот как бы это. Но прям сказать, что у меня там огромное желание, я вот сейчас на позитиве там полечу, сейчас буду снимать, ребята, в следующем выпуске. Голосуйте, голосуйте, колосс. Мне, в принципе, мне даже, знаешь, противно смотреть некоторые видосы какие-то. Мне не нравится, что люди кривляются. Вот это вот какая-то, вот, знаешь, наигранность, там, проголосуйте, там, дайте вот это, вот, Я понял. вот такой, вот это вот какой-то эмоции. излучаемый, там, я не знаю, позитив. Мне интересно быть только Тимуром Харченко. Тимур Харченко — это хмурый, душнильный тип. Как бы, ну чё, ну вот так вот. Вот, Ну, я бы не сказал, что ты хмурый, душнильный. Ты так что описал, как ты... знаешь, вот я, опять же, как сказать? Ну вот, как мы... В общем, то, как я общаюсь порой с людьми, не надо так общаться, как я общаюсь. С теми же подписчиками. Вот мне те же подписчики говорят, так нельзя как бы общаться. Ты представитель лица компании, а ты тут такой. А я говорю, я мудил, я вот общаюсь, как я, как бы, как могу. Но я устал, с одной стороны, как бы вот это вот, знаешь, самого себя взять, обелить, оправдать. Но все-таки опять у меня есть некоторые жизненная философия. Я не хочу, это тоже не совсем правильно будет. Я понимаю, мы все играем в игры. Где-то надо подстроиться, где-то это надо сделать. Где-то, наоборот, надо проявить твердолобость. У каждого там свои как бы критерии на эти вещи. И ну, вот
И если я проявляю трудолобость по отношению к жене, как бы ей, очевидно, ей это не нравится. Мгм. То же самое я понимаю там подписчикам. А и тут тоже не нравится, когда я проявляю какую-то твердолобость, и я понимаю, что, в принципе, когда я задаю вопрос-то серьезно, это будто бы я смеюсь над их интеллектуальными способностями. Знаешь, это с одной стороны грубо, с другой стороны меня реально так, ну как, ну вы серьезно? Я не могу иногда поверить, что об этом вообще можно задавать вопросы. Но я понимаю, люди как бы разные, по-разному мы крутим, и я сам, наверное, так же, я тебе когда писал, когда учился кодить, там, ну, ты серьезно? Но в целом это в любой сфере всегда, знаешь, что-то типа есть люди в одной сфере, все понимают, знают и так далее, и, не знаю, обращаются к врачам, и врач такой типа: "Вот делайте так и так". И он такой: "Я не понял". И он как бы долго может реально не понимать, и врач потом: "Как можно вот такую простую вещь И там типа у не понять?" меня, очевидно, есть как профдеформация как бы. Я понимаю, что вот, например, в программировании важна вот четкость, важны алгоритмы. Мгм. То есть, когда я там, например, задаю какие-то вопросы почему-то, вот тоже вот раздражение, да, злость, выгорание, тоже вот это вот все накоплено. Почему это произошло? Я вот конкретно спрашиваю о чем-то. Не начинаю так колесицу какую-то городить, которая с этим вообще никак не связана с моим вопросом. Говоришь, запиши видео. Человек пропадает, пришли скриншот, человек пропал. Либо Проблема самоустранилась, пацан. нет, она не устранилась, потому что если есть ошибка, у меня философия тоже. Надо Поправить. ее исправить как можно быстрее. Не, если человек пропал, он, скорее всего, её решил. Просто тебе не сообщил, почему она вдруг решилась. Нет, там не решалось. Не решал? Я прям вот тебе даю гарантию, если если не работает с кодом что-то, значит, это не работает. Она сама по себе... Ну, бывает такое, знаешь, типа вот куда-то дополнительно кликнул и заработало. И причем это не с тобой связано, не с кодом связано. Меня что больше всего поражает, что есть такая тенденция, когда подписчики начинают тебе объяснять, как работает твой код. Вот это вот просто у меня жопа прям максимально как бы подгорала вот от этого. А потому что вот так, или начинают объяснять, как должно работать. Я писал код, только я знаю, как он должен работать, что он должен делать и какой от этого должен быть результат. Но я вижу, что у людей подмешивается такое понятие я хочу, чтобы работало так, вот у тебя работает неправильно. Сами себе придумали, как должно работать. Поэтому даже вот там товарищ есть, как бы он что-нибудь пишет, вот я тебя там не хотел трогать. Действительно, есть такие люди, кто волнуется о моем этом Состояние. состоянии, да. Вот, не хотел тебя тревожить, ну, вот как-то я говорю, если что-то реально не работает, я за это давай исправим. Я за то, вот не работает, давай исправим. Но когда вы там что-то какие-то свистоперделки там свои какие-то крутите, какие-то другие скрипты используете, потом у вас почему-то с этим как бы не работает, либо нажимаете непонятно куда. У меня ощущение, люди порой вот просто тычут на кнопки, они даже не понимают, зачем они тычут. Они просто вот тыкают, как бы они вот посмотрели там, научились когда-то. Это как вот в вайге можно клепать шаблоны, не понимая, как ты их клепаешь. Вот ты знаешь, что я вот там добавил, либо какой-то другой эффект, ты не понимаешь в полноте, как оно работает. Но если ты не понимаешь, как в полноте работает, ты нового, в принципе, не можешь изобрести. Так, расскажи про нем. Это сток, который ты создал, сколько там авторов, как ты его разрабатывал, на чем разрабатывал и какую боль он тебе принес. Диалог о боли. Разрабатывался он примерно месяцев 6 или 8. Фреймворк Laravel, PHP фреймворк. Дизайн тоже, собственно говоря, это странички, ну, типа, не Vue и прочие вот эти стилизованные крутые вещи. Авторов там достаточно, на самом деле, много. Ну, и какую-то часть авторов я сам приглашал, типа, не хотите прийти и так далее. И так к авторам, на самом деле, контента много, а в принципе его надо куда-то девать и сбагривать. Поэтому автора на самом деле не так обязательно называть, они все равно, скорее всего, придут, где-то увидев или услышав. Поэтому авторов достаточно. А вот касаемо раскрутки каких-то прочих действий, то тут вопрос сильно под сомнением. Во-первых, не то, что рынок занят даже, типа, всегда есть какая-то, ну, что можно занять. То есть смысл небольшой есть, но он настолько минимально, учитывая трудозатраты и так далее, что идея сама по себе такая провальная. В этом плане лучше заниматься чем-то другим,
И скорее это тоже тупо, плюс есть работа с клиентами, на которых ты отвечаешь, вот какие-то вопросы, что-то типа вот, да, и там одно и то же. Есть люди, которые создают аккаунты, авторизуются из Гугла, потом регистрируются дополнительно с обычного имейла без Гугла и пишут: у меня нет товаров на аккаунте, и ты, в принципе, всегда в этой теме, что ты как колл-центр по факту. И такой депрессивный колл-центр. Я, конечно, отвечаю более-менее адекватно. Извините, вот вас тут. И это так раздражает, да хочется, ты что, дурачок? Ты нормально вообще? Ну, стараюсь выдерживать эту планку, чтобы нет. У меня, в принципе, настроение, знаешь, когда кто-нибудь напишет, мне вот первое, что хочется скинуть, фрагмент из этого, из сериала «Дальнобойщики». Пошел ты нахер, Костепл. Классик. Прям, я прям агрессивно, как бы, прям вот все мне вот написали, что надо, напишите мне в личку. Не надо. Прям уже иногда даже думаю, надо завести какой-то дополнительный номер. Все, личное мое осталось личное. Ну, Как бы немного отдыхать. я существую там, а здесь вы мне долбите, не долбите, я зайду там в конце месяца, как бы, может, посмотрю, может, не посмотрю. В принципе, я уже начинаю подигнорировать. Ну, Его сильно ты не болтай. либо почему нет? Говори как-то более положительно. Я очень открытый человек, для клиентов решаю. Нет, ну слушай, есть просто, действительно так оно отчасти и есть. У меня вот каждый, кто ко мне там обратился за помощью, получил от меня индивидуальную поддержку. Прям в прямом смысле я готов был записывать видеоуроки, не один видеоурок, не один видеообзор. Готов был провести, показать что-либо. Ну, просто иногда это я начал уставать. Потом то, что я так это делаю, это не гарантирует, что Мгм. люди в конечном итоге этим будут пользоваться. Причем иногда это бывает по несколько кругов. То есть Мгм. в один момент человек написал, я там позаписывал, он воспользовался там демо-режимом. Потом можно писать через полгода, типа, да еще как бы демо-режим. Мне в целом не жалко, пользуйтесь. Я даже сказал, ребята, если вы усердные люди, вы готовы регистрировать телеграм-аккаунты, новый email-почту, можете регистрировать себе неограниченное количество профилей, демо заканчивается, заново триал делать. Я думаю, с Adobe, кто не хочет платить за Adobe, занимается вот ровно таким же как бы схематозом. Скорее всего. Там даже проще. Вы хотите, пожалуйста, делайте. Но не надо как бы ко мне там обращаться за помощью, чтобы я где-то вас там провел, что-то показал. И еще у меня есть один фактор, вот прям очень сильно меня раздражает, прям вот ну просто ужасно бесит, когда мне пишут люди, которые пользуются продуктом уже там год, полгода, и вот у них возникают там какие-то трудности. Причем я понимаю, что ладно, мой косяк где-то может быть. И к этому я нормально отношусь. Но иногда вот люди начинают подмешивать работоспособность эту, а почему в DaVinci это не работает? А почему вот здесь вот это вот не работает? А почему она должна работать? Мгм. Или а почему вот здесь вот так вот себя ведет? Ну, это другие программы, ребята. Работает то, что может работать. Либо вот объяснила, что будет работать, что надо сделать. Ответ простой. Сделай экспорт, посмотри, что работает. Вот что работает, то работает. Вот что нет, то не работает. Все, ну это просто. Или там чрезмерно там люди начинают как-то в голове у себя усложнять, что там какое-то что-то вот особенное там надо вот что-то сделать. Не надо ничего особенного делать. Сделай, посмотри. Не работает, все, закрой это, удали его. И не возвращайся к нему. Ну, я уже вот дошел, в принципе, до этой кондиции. Я не хочу никому в целом уже как бы помогать. Уже много видеоуроков записано. В моменте были сделаны туторы по каждой функции. Сейчас функций стало больше. Раздал себя, это можно даже слово какое-то есть. Когда ты затрачиваешь Я эту энергию, закончился. ну, Вот прям я вот могу сказать, я закончился.
Все, я не могу, я не хочу. С одной стороны, я пипец как раз, что такая работа была проделана. Мне АЕТУ сам несет очень огромную пользу. Если я начинаю садиться работать, у меня там Плюс есть опыт. практически все, что мне нужно. Плюс, блин, умение программировать — это сверхспособность. Ну, реально, я так себя воспринимаю. Это офигительный скилл. Плюс АЕТУ, он же разросся. Это не просто АЕТУ. Я Это экосистема. я потянул там авторизацию, регистрацию на сайте. Мгм. Тот же фронтенд, бэкенд, ну, это уже не совсем АЕ. Да. Это вышло как бы Это за эти пределы. корпорации, Я как я даже если делаю там какие-то там свои какие-то вещи, я как бы рассматриваю, там у меня идейки какие-то, если есть, я уже знаю, вот здесь я смогу вот это вот сделать. У меня есть примерное понимание, как работает сервер. Может быть, оно не идеальное, но на коленке я что-то собрать смогу. У меня будет как минимум регистрация, авторизация, тоже внедрение бота, внедрение оплаты криптой. Вот сейчас бы, конечно, я смотрю, как у меня подписка реализована, ну, это просто говнище, как бы лютейшее. В том плане, что там схема сама, ты просто я не понимаю, зачем я создал такую громоздкую конструкцию. Там JSON, вложенный в JSON объекты в объектах, просто нагородил сущности, которых не надо. А зачем изначально? В чем? Я же не умел. В этом плане всё. Ты понимаешь, АЕТУ — это расширение, созданное на коленке. Просто была идея, Так всегда практически. да, я хотел ее как-нибудь реализовать, я ее как-нибудь и реализовывал. Реализовывал, как получалось. Я не шарю. Спросить как бы не шибко не у кого. Надоедать никому тоже не хочу. Надо разбираться самостоятельно. И делал. Опять же, видишь, например, у меня не было опыта создания архитектуры. А ведь внутреннее устройство, там, пользователь, какие поля должны быть, это тоже определенная архитектура. Это сейчас я понимаю, ну, что ты там нагородил. А тогда мне казалось это вполне естественным, что вот есть subscription, subscription там содержит вот эти вот поля, при этом там ключи АЕ, ПП. С одной стороны, мне понятно, с другой стороны, я понимаю, блин, ну надо код писать не АЕ, не ПП, не МГ, а писать After Effects. Вот это вот все, чтобы всегда, чтобы другой человек пришел, и он не думал, что такое МГ. Это как там тоже вот советчики, да? Спасибо. Там, займись маркетингом, найми людей. Вот мне тоже вот, каких людей? Каких людей? Только я шарю, как будет мой код работать. Кроме меня этот код никто не исправит. Потому что даже если будет программист, этот программист как минимум должен разбираться в After Effects, либо Premiere Pro, либо DaVinci. Дороговато стоит. Ну да, извините, такое количество как бы вещей знать, ну не каждый автор этого знает. А здесь ты не просто должен знать, ты и за код должен шарить, и как там нотки работают, как они связываются. Ну, давай как бы. Я сам надо вот тут писал, начал записывать уроки одному автору, ну, заинтересованному в АЕТУ. Ну, записал экспорт в Premiere, экспорт в Final Cut и сел записать по DaVinci. Ну, экспортнулось. Ну, надо некоторые махинации сделать, там что-то подправить. И я понимаю, я не хочу. Все. Я не хочу ковыряться, не хочу на это тратить время. Он даже вот в личку мне написал, типа, ну, будут ли какие-то еще уроки. Вот открыл DaVinci, интересно, я его проигнорил. Все, я не хочу. Вот если у меня вдруг желание как бы появится, я запишу видосик, я его выложу. Но здесь я не хочу. Вот у меня есть другие дела. Я хочу смотреть Наруто. Ну, знаешь, я считаю, что я сделал достаточно всего, сколько, в общем, суть одна. Сколько не делай, сколько не улучшай, этого всегда будет мало. Конечно, брат. Даже если будет одна кнопка, на которой будет надпись «Нажми меня», будут люди, которые напишут и скажут, куда нажимать. Это правда. Есть такое. Особенно, когда пообщаешься с людьми в какой-то сфере, где эти люди постоянно. Я вообще думаю, люди, которые в колл-центрах работают, они наверняка ходят прям. Я вижу каждого. Вот каждого, кто идет вот здесь. Ну, может быть, до такой степени нет. Почему? Вот представь, люди много
смотря где в колл-центре, да и на самом деле в любом колл-центре фактически встречаешь на тупые вопросы. У меня был случай, это прям отвратительный. В общем, в квартиру я заказал технику. Я на этой квартире не живу. Мгм. Они должны привезти к определенному времени. Я туда еду. Полчаса, по-моему, ждал, час я ждал, их нету. Я говорю, ну все, я уезжаю. Мне жена говорит, ну подожди еще. Как бы. На ее номер мы оформили, то ли что. Звонит, мы едем, через 5 минут будем. Полчаса нету. В общем, я еще их какое-то время там прождал, собрался и уехал. Мгм. Они потом звонят, а вы где? Ну, нету никого, не живут на этой квартире. А я, знаешь, я туда приехал, хата пустая, Мгм. мне даже сесть некуда. Я стоял все время, как бы вот это там 3 или долго время ждал. Мы поэтому на этих стульчиках сидим. Хорошие вы. И потом начинаются приключения. Деньги же были оплачены, продукт не был доставлен. Я начинаю общаться с поддержкой, и здесь начинаются круги. Я общаюсь, сейчас я вас переведу, я объясняю, Ну, вот это. сейчас я вас переведу, я начинаю заново объяснять, потом через какой-то... И вот так и я уже все, я уже не выдерживаю. И я понимаю, вот этот вот оператор, новый очередной, Мгм. он ни в чем не виноват. И на него просто уже И выпаливать. я не хочу тоже на него негатив как бы выпяливать, но я не могу каждый раз одну и ту же историю рассказывать, как все происходило. И вот здесь, наверное, с пользователями iTunes у меня вот такая же вот тема. Люди могут хотеть индивидуального подхода, но уже все записано, уже все рассказано. Что вы еще хотите? Что еще вам надо? Не пользуйтесь. Ходячая реклама, я не знаю, как назвать. Я, кстати, вот прям, по-моему, крайний раз я сидел, тоже там кто-то, короче, не мог, вот, телеграм-бота не Мгм. мог подцепить. Я уже даже подходил к тому, что вообще убрать регистрацию эту. Вот есть пользователи, которые пользуются. Пользуйтесь, новых здесь не будет. Ну, во-первых, конверсия, она просто никакая. Давай вот так скажем. Она никакая. Ну, Регистрации растут, новых пользователей ну, нету. Окей, все, я понял. Я создал не самое лучшее расширение для экспорта. Я это принимаю. Больше барахтаться и не вижу смысла. Все, с одной стороны, мне как-то думал я там, ну да, там какой-то маркетинг, там что-нибудь там замутить. С одной стороны, может и стоит, но опять же, ну, мы с тобой сегодня говорили, я не хочу заниматься враньем. да, Всё. маркетинг это всегда приукрашивание. Без приукрашивания это не будет работать. Вот. Не вранье, это приукрашивание. Приукрашивание. А я приукрашивать ничего не хочу. Я хочу, чтобы люди пришли, знали, с какими трудностями они столкнутся. Главное, трудно связать тебя. Здорово, привет, хотел бы. Ну, тут, понимаешь, тоже вещь в том, что в местах, вот я приводил пример до этого автора, роман про Мак, он просто лутает проекты, вот, а и ту вот прям вот для него создан. Наверное, то количество проектов, которые экспортированы в другие проекты, ни одним автором как бы не было Знаете, сделано. уникально, ребят. В DaVinci, Final Cut, Premiere Pro, это у него красивый как бы дизайн. Он постоянно висит в 100 пиках во всех категориях, там это, на Motion Array. Ну, он еще и парень, как бы молодой, ему 20 с чем-то, как бы он везде. Как Он, красавцы он, заряжены. он заряженный, да, видимо, горит, потому что его спрашивают, у тебя вообще там время как бы свободное есть. Когда ты заряжен. Он заряжен, я это как бы понимаю. Вот, ништяк, как бы красавчик, разобрался. При этом не скажу, что он мне как-то супер-пупер там докучал, да, были вопросики. Я на первых порах вообще как бы стараюсь как бы помогать, объяснить там какие-то нюансы, записать урок. Да, здорово. Потом не надо как бы меня трогать. А сейчас уже даже пишут, я уже примерно в начале там диалога могу сказать, я не оказываю поддержку. Я не хочу ее оказывать. Я помню, у Лансера ВКонтакте была надпись, возможно, до сих пор
В ЛС не консультирую. Еще раз. В ЛС не консультирую. Я так понимаю, после его, типа, каких-то пакетов, проектов прям дико писали. А как вот это или еще что-то? Он при этом не должен, по сути, быть напрямую связан, но, скорее всего, кто-то писал, обращался, типа, «А как вот это, там еще что-то узнавали». Поэтому я при этом, блин, я благодарен, ну, блин, подписчикам тоже большая благодарность, потому что благодаря тем людям, которые пользовались АИТУ, которые платят за него, и помогло создать АИТУ в том виде, в котором оно и есть. По сути, они платили деньги и тут же являлись тестировщиками. Ну да. У меня тут один момент. Смотри, вот у нас в процессе подкаста я тебя иду нахер ненавижу. И тут немного нестыков по времени, и кто-то такой, ах, вот так, ладно, я выключаю видос. В конце видоса. Я благодарю. Здесь нет как бы никаких вот, ну, противоречий. Я не спорю, я имею в виду по времени надо было чуть сместить. Сначала я благодарен, а потом, ну вот есть, понимаешь, чуть-чуть, просто вот в другое. Ну, мы всегда можем подредактировать, если что-то лишнего как бы сказануть. Там вот Торос, например, автор Торос Моти, он ну, огромный просто вклад, существенный как бы внес. Как тестировщик? И как тестировщик, и как генератор идей. Хотя это один из тех пользователей, которые я могу моментами просто недолюбливать. Потому что идей слишком много, и проблема в чем тоже? Между нами же есть пропасть непреодолимая. Я вот, например, сидел там неделю, да, или несколько дней, или даже сутки, пускай жопу свою не отрывал, писал какую-то вещь, ты это представляешь, пользователь это чекает и выдает. Ага. Да, работает, но не так, как надо. То есть я это воспринимал просто как обесценивание, понимаешь? Я тут, блин, геморрой се зарабатываю, да, вот просиживаю это, как его, здоровье свое сажаю вот на это там. У тебя геморрой не проект. Ну реально, вот ты вот с такой вот головой вот сидишь, вот даже мы подкаст записываем, я чувствую, как у меня мозг там, серое вещество заполняет мою черепушку. А когда программируешь, читаешь, у тебя постоянно вот эта пульсация, при этом настолько ты в это погружен, что ты, вот понимаю, почему я сгорел как бы на этом всем, ты настолько в это погружен, что ты ложишься с мыслями о работе. Ну, из этого не спишь нифига. Ты не спишь, да, Мгм. и ты просыпаешься с мыслей, то есть ты просто стал одним целым с этим. И ладно, может быть, у меня было бы, наверное, совершенно другое отношение к ИТУ, если бы пользователей было больше. Ну, в разы больше. Короче, если бы это приносило... Я понял. Короче, если бы Да. вклад, который я как Да. ощущаю, Да. вложил туда... Как со стоками, короче, когда ты фигачил. Вот типа там. Да, Не, отношение бы было другое, процентов на 70 точно. Оно было бы другим. По многим аспектам можно было даже нанять программиста, все условно, и так далее. Это вот, здесь я вот так. просто в этом плане я сам себя как бы замучил с этой историей. Нет, пользователь никто не виноват. Я сам себя замучил, потому что это мое детище. Я старался быть хорошим там парнем, хорошим разработчиком. Вы мне напишите, я ночью мог встать, там что-то поправить, обновить, вплоть вот до такого как бы доходило. И в целом я это все-таки воспринимаю больше, чем плюс, потому что мне по кайфу. Вот зачем откладывать на завтра то, что можно сделать вот сейчас? Вот мне нравилась эта оперативность, но я понимаю, это сейчас, понимаю, это чрезмерно, это все в конечном итоге, короче, навредило мне психофизически. Я испытываю отвращение как бы к этому всему, я не хочу с этим соприкасаться. С одной стороны, я пипец как это люблю, мне бы и хотелось бы этим заниматься, но нет, я не могу тратить свое время вот на это, то, что мне не приносит окупаемости того времени затрата, сколько я на это потратил. Все, это просто физика, математика. Потому что если бы я тратил столько же времени, вот как я говорил об этом, Мгм. не на поддержку пользователя, чтобы там угодить, что-то исправить, нести новый функционал, а если бы я занимался шаблонами, причем шаблонами я бы их просто лутал бы, как я лутал их до этого, без АЕТУ. Я и без АЕТУ мог делать 100 шаблонов в год, Мгм. чтобы загрузить их.
С АИТУ, я думаю, я и гораздо больше как бы смогу делать. Я все теплился с той надеждой, что вот сейчас АИТУ закончу я и начну вот летать шаблоны как бы, и с АИТУ буду делать гораздо больше. Хотя, с другой стороны, я сейчас понимаю, ну и ладно, я и с АИТУ просто буду делать, ну, на лайте. Не буду напрягаться, все легонечко как бы. Опять же, АИТУ не обязательно, что он нужен тебе, вот чтобы лутать вот огромное количество. Опять же, ты можешь лутать то же самое количество, но у тебя будет больше свободного времени, чем... Да. Но это время это либо в деньги конвертируется, либо в жизнь как минимум. Я вот сейчас дошел до состояния, я хочу время тратить на аниме. Это правильная позиция. Как бы и еще я же интернет провел домой. Я сейчас очень много скачал игр, потому что мне позволяет интернет это сделать. Я прям в Baldur's Gate 3, там 130 с лишним гигов. Crysis 1, 2, 3, Days Gone. Ну, короче, все, что выходило. В общем, то, что я планирую поиграть, я не знаю, смогу ли, мне себя надо сейчас еще сломать. Сломать в том плане, что я привык находиться в процессе работы. Мне нужно чем-то заниматься, и мне нужно себя сломать, чтобы я смог, наконец, расслабиться. Вот отпустить. Вот просто отпустить. Причем отпустить, возможно, все-таки с играми у меня не выйдет. Ну, с аниме хотя бы. Выключить компьютер и просто читать книги. Это опять сидение у компа. Это правда. КВ. С аниме тоже похожая ситуация, один фиг. Это действительно не настолько выход. Но пока ты работаешь или каких-то, не можешь прям выбраться, то это выход, это расслабление хоть какое-то. Это лучше, чем ничего. В общем, мне главная задача, которую мне надо реализовать, мне, конечно, как бы говорят, ты вот сразу хочешь там жечь мосты, там и все в этом духе. Я уже нахожусь в том состоянии и не могу расслабиться. Я всегда вот как струнка вот эта вот напряженная. Я понимаю, что лучший выход зачем? Короче, это, знаешь, вот, например, я бухаю водку. Все, буду теперь пиво пить. Водку не пью, буду заливаться как бы пиву. И здесь, бросаешь пить, бросай. Или вот курю я сигареты, пачку выкуриваю. Буду теперь контролировать, пол пачки буду в день курить. С одной стороны, может быть, Можешь прогресс видеть, и да. с другой стороны, так как я раньше как бы курил, вот так вот, взял пачку, выкинул, и все, я перестал как бы курить. Да, может быть, были какие-то там попытки, когда делал это, потом заново начинал. Короче, я знаю себя, и я знаю, что если ты вот такую оставляешь щель, дверцу какую-то, то ты, скорее всего, туда залезешь. Да, И я понимаю, что в моем случае, я не хочу не оставлять никакие щели. Вот реально я хочу освободиться там от интернета на какое-то время. Вообще, в целом даже есть чат Айту, хоть я и вышел из платного чата, там подписчики, которые используют, я туда не вернусь. Ты как в конце типа, я хочу от интернета, гаджет, и встаешь просто такой, уходишь. Я такой, ты куда? Не, кстати, это вполне такое... Я иду к этому, мне не шибко это надо. Я торчу в интернете, опять же, Айту там что-то посмотреть. За блогерами шибко я не слежу, мне неинтересно. Такие, какой смысл? Ты взрослый, чтобы следить прям. Вот, то, что ты не посмотрел, можешь зайти в любой момент и посмотреть. В Телеграме у меня каких-то там подписок там на то, что мне не надо. Нет таких подписок. А даже то, что есть, я и без этого как бы жил. Я просто в какой-то момент думаю, надо вот шаблон там подкачать. Подписался на дизайнеров. Что-то как-то читать. С другой стороны, да и не шибко оно мне надо. Я время опять трачу. Не шибко я ничего там не учусь. Просто скроллинг ленты как бы превращается. Надо поудалять и все. Думаю, все будет нормально. Я знаю, куда надо идти. Я знаю, что надо делать. Надо просто силы в себе найти это сделать. Ведь это элементарная вещь. Не включать компьютер. Последние слова, звучат как глубокая философская мысль. Не, серьезно, знаешь, что... Нет, я согласен. Я к тому, что ты таким голосом на тембр подвел и сказал. Плохо, что камера сейчас не снимает его лицо, это необходимо. Это вот тот самый момент. Я в какое-то время, когда спортом занимался, там был 100
100 раз там в день отжаться, либо километр пробежать. Или даже 10 раз отжаться. Это вот 2 минуты. Вот ты попробуй 10 раз отжиматься на протяжении года каждый день. Вопрос дисциплины. Люди просто начинают это забрасывать на начальных этапах. Забыл, вот, ну вот просто, даже как я. Вот особенно с программированием, это пипец. Вот есть элементарные вещи, и очень просто сделать. Но тебя вот туда всосало, и я прям вот, знаешь, у меня вот эта вот зависимость, вот она есть. Это вот как в мозгу, вот будто у тебя заноза находится, тебе надо решить задачу. Надо решить задачу. И ты вот сидишь, ты ни на что не отвлекаешься, ты прям вот, ну, я прям вот туда одним становлюсь как бы с кодом, пока не решусь, и мне не есть ничего, вот не надо, вот прям там. Я реально по 16 часов вполне прям работал за компом, особенно пока я это разрабатывал. Года 1,5, года 2 вот в таком режиме каждодневно. Ну, кстати, знаешь, пока ты первую неделю или пару недель в таком состоянии, это даже прикольно. Но когда ты слишком долго, то ты все. Вот о чем я и понимаю. На каком-то коротком промежутке времени это нормально. Иногда нам надо Угрузиться, что преодолевать себя, но я сам себя жег и исчерпал вот с таким подходом. Вернемся про шаблон, как я говорил. У меня был спринт, месяц, может быть, квартал, да. надо не настолько. Старался делать, а потом я отдыхал полгода. Либо какой-то, опять же, продолжительный отрезок времени. Но здесь я не отдыхал много лет. Потом все равно поддержка как бы тыкает, либо еще что-то. И здесь уже ни недельки, ни месяца. Мне нужен огромный просто отрезок времени. Огромный отрезок времени для этого. Ну, в целом, я думаю, мне поможет чтение книги притч Соломона, чем я и занимаюсь сейчас, считаю. Там, кстати, написано, что, в общем, у человека благоразумного будет ляжешь спать, и сон твой будет спокоен. И я читаю, и я понимаю, меня это касается, моего сердца. Это для меня написано. Как бы, что надо идти по этому пути, и сон мой будет спокоен. Просто мой компас сбился, его пора настраивать. Ну, теперь мы прощаемся, увидимся через 10 лет. Надеюсь, доживу. Давай, спасибо. Спасибо.